Добрый вечер, дорогие друзья. Я обычно говорю «добрый день», но вы уж меня простите. Сегодня мы записываемся поздним вечером в пятницу, поэтому добрый вечер. Вы смотрите наши рассказы тогда, когда вам удобно. И начну я с небольшого вступления, наверное, не очень обычного. Поделюсь с вами, как говорится, сокровенным. Знаете ли, история не очень благодарная вещь. Тесное место. Всем в ней пространства не хватает. Кто попадает в первую очередь на пьедестал, предстает перед нами в виде мемориалов, памятников на центральных площадях, названий этих самых площадей, улиц, городов. Кто занимает самые красивые, богато иллюстрированные страницы школьных учебников, кому посвящены тысячи книг, исследований, кинофильмов, тем историческим деятелям, у которых яркая, богатая судьба. Тех, кто двигал армиями, государствами, основывал города, завоевывал соседние страны, расширял границы империй. Ну, в общем, люди так или иначе связаны с войной и, скажу страшную вещь, часто со смертью. Посмотрите, сколько у нас... Это в этом отношении так более справедливо. В мире еще хуже, скажу вам. Ну, как много у нас памятников врачам, тем, кто разрабатывал новые лекарства, прививки, жертвовал своей жизнью, спасая людей от смерти, на себе испытывая новые способы лечения. Много ли у нас памятников тем, кто осваивал недра, искал полезные ископаемые, тем, благодаря кому у нас дома сейчас светло, тепло, сухо и комфортно? Много ли памятников у нас известным педагогам, которые воспитывали этих людей, делавших нашу жизнь лучше? Ну и прочее. Я скажу вам честно, что мне видится в этом глубочайшая несправедливость. Мы можем все восторгаться Наполеоном, Александром Македонским и даже нашими великими полководцами. Но когда мы с вами находимся в кресле стоматолога с открытым ртом, я думаю, каждый бы из нас променял всех великих полководцев на того скромного и никому неизвестного человека, который придумал обезболивающее, которым делают вам укол перед тем, как начать лечить вам зубы. Разве не так? Но имени мы его не знаем. Их было много, наверное, этих людей, которые совершенствовали препараты. И все они известны узкому кругу специалистов. Ну, а о том, чтобы вспоминать людей, которые делали лучше государственную систему, чиновничью систему, те, кто отлаживали работу министерств и ведомств, те, кто писали, переписывали, совершенствовали законодательство, кодифицировали разные виды права, составляли законы, готовили бумаги, на основании которых люди, принимающие решения, цари, императоры, диктаторы, вписывали свои страницы в учебники истории. Этих людей мы вообще забываем. Мы их, как правило, не знаем. Вообще, сама идея поставить памятник или назвать улицу город в честь скромного человека в серой шинели, какого-то, ну пусть даже высокопоставленного, но в конечном счете гоголевского Акакия Акакиевича, который где-то вот там вот таким вот гусиным пером скрипел у себя в честь какого-то столоначальника или министерского чиновника, такая мысль в голову нам не приходит. В то время как зачастую, благодаря этим людям, благодаря лучшим из этих людей, жилось лучше целым народом, миллионам, и они честно трудились. Но, правда, никого не убивали и не завоевывали. Сегодня мы поговорим с вами о таком бюрократе, чиновнике, канцеляристе, который, ну, вот лично на мой взгляд, внес в историю нашей страны, по крайней мере, в историю XIX века, Великой Российской империи, вклад, ну, если не несравненно больше, то точно сопоставимый наряду с самыми яркими звездами XIX века, наряду с государями, императорами, полководцами или великими деятелями культуры. А может быть, даже и больше, потому что его работу ощущал на себе каждый подданный
Российской империи. Хотя в учебнике есть о нем там, 1,5 абзаца, я имею в виду школьный учебник. И, возможно, даже студенты ИСТФАКа могут что-нибудь рассказать о нем без подготовки в течение секунд 15-20. Но в массовом сознании имя этого человека никому ничего не говорит. Вот я такую интригу вам накручиваю. Потому что на самом деле, во-первых, мы очень мало его знаем. Во-вторых, жизнь его – это судьба, в общем-то, сопоставимая, в наших масштабах российских, с судьбой Наполеона. Потому что, вот как Наполеон, знаете, бедный корсиканский дворянин, курсант, офицер, ставший повелителем Европы, так и наш герой, о котором мы будем говорить сегодня, он вообще родился, у него фамилии не было. Он родился в потомственной семье сельских батюшек. А у сельских батюшек в Российской империи XVIII века, так же, как и у крестьян крепостных, фамилии не было. Только имя. Отца его звали Михаил Васильевич. Сына тоже назвали Мишей, поэтому он стал Михаил Михайловичем. А фамилию нашему герою дали только при поступлении в семинарию. Мальчик был очень способный. Решили ему дать уже такое серьезное богословское образование. И отец устроил его в губернскую, то есть епархиальную Владимирскую семинарию. В семинарии, поскольку там не принято было как-то студентов-семинаристов записывать по имени, или тем паче по имени-отчеству, вот ему и придумали фамилию. Это был первый носитель этой фамилии в его роду. Фамилия была звучная, от латинского слова «sperare» – «надеяться». Фамилия звучала его Спиранский. И вот наш герой сегодняшний Михаил Михайлович Спиранский. Мальчик, у которого не было фамилии, сын сельского священника, который исключительно благодаря собственному уму, таланту, фантастической работоспособности, невероятной одаренности и образованности станет на какое-то время в Российской империи, по сути, по должности, человеком номер 2 после государя-императора Александра I. А вклад, который он внесет в развитие нашего государства, действительно достоин отдельного рассказа. Говорят, Наполеон во время встречи с государем-императором Александром I в Эрфурте, во время саммита такого известного, пообщался некоторое время со Спиранским, о котором он был до этого времени наслышан, и, в общем-то, много знал об его исключительных чиновничьих и бюрократических, организационных талантах. Наполеон, полушутя, сказал: «Государь, давайте поменяемся. Вы мне вашего Спиранского, а я вам какое-нибудь небольшое германское королевство. Лады?» Шутки шутками, но, тем не менее, Спиранского называли Пушкиным русской бюрократии. Так называли его в последние годы жизни, так называли его историки, профессионалы в XIX веке после смерти. И то, что мы сегодня так мало знаем о Спиранском, в общем-то, не делает нам чести. Поэтому давайте по порядку поговорим об этом удивительном человеке, о его вкладе в нашу сегодняшнюю жизнь, потому что мы сегодня мы ведь не какая-то новая Россия, нас не придумали в августе 1991 года. Мы стоим на плечах титанов, на плечах Советского Союза и на плечах Российской империи, созданной такими людьми, как Спиранский. Вообще, советская историография, коль уже мы упомянули СССР, она не относилась к Спиранскому враждебно. Она относилась к нему как бы сочувственно, но с прохладцей. Говорили, да, Спиранский при Александре I пытался провести существенные государственные либеральные реформы. Конечно, ведь не смог, потому что для реализации его прогрессивных замыслов не хватило ни команды, ни поддержки государя. И самое главное, реализовать это в условиях самодержавия, и в этом наши советские историки справедливы, было, собственно, невозможно. Разберемся, как из ниоткуда, из абсолютно неродовитого от земли человека смог Спиранский дойти не только до самых вершин власти, но и, что удивительно, стать доверенным лицом сразу 2 императоров. И Александра I, и впоследствии Николая I. Спиранский смог, как поется в «Интернационале», был ничем, а стал всем. Родился он, как я уже говорил, в деревне во Владимирской области.
В роду его все сыновья на протяжении буквально 2 столетий были попами. Отец тоже настоятель маленькой сельской церкви. Как я вам уже рассказал, фамилии у них не было. Отца звали Михаил Васильевич. И фамилию Спиранский получает только при поступлении в семинарию. В семинарию устроил его родители. Семинария Владимирская епархиальная давала весьма неплохое образование, особенно в гуманитарной части. Начиная с этого момента, с момента, как Спиранский стал провинциальным семинаристом, в его судьбе все кардинально меняется. Потому что, начиная именно с этого момента, он берет судьбу в свои руки. Портрет Спиранского должен висеть, я считаю, в каждой школе, в каждом институте, в каждом университете. Потому что жизнь и судьба его – это пример того, что надо учиться, учиться и еще раз учиться. Как говорил Владимир Ильич, учиться надо настоящим образом. Только благодаря учебе Спиранский добился в этой жизни всего, что смог. Он становится лучшим учеником в областной семинарии, в епархиальной. После этого ему удается перевестись, называясь современным языком, в главную семинарию страны, в семинарию при Александро-Невской лавре, тогда еще при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге. Это была известная славяно-греко-латинская семинария, которая готовила не просто семинаристов, а готовила преподавателей, то есть учителей, преподавателей для других семинарий. И в этой семинарии Спиранский тоже становится самым главным отличником, золотым медалистом, краснодипломником. В общем, просто образцом прилежного студента. При этом программа, которую изучали в главной семинарии империи, была поразительной. Помимо богословия, там изучали еще высшую математику, физику, современную философию, включая богоборцев Вольтера и Дидро, совершенно невозможно себе представить, но их изучали в русской православной семинарии. И иностранные языки, включая французский. Что особенно пригодилось Спиранскому, и что, кстати, совершенно отсутствует в современной системе образования у нас, в школе этого мало, а в вузах, с исключением, может быть, специализированных, этого тоже очень мало. В семинарии постоянно заставляли писать сочинения на разные темы. Самые разнообразные. Философские, политические, научные. И вот Спиранский отточил навык логичного, убедительного, красивого, можно сказать, письма именно там. У меня большой преподавательский опыт, наверное, в общей сложности лет около 20. Но я вам скажу, умение письменно изложить свои мысли современным студентам категорически не хватает. Они могут довольно ярко, убедительно говорить. Наблатыкались, язык хорошо подвешен, если молодой человек или девушка начитаны и не ограничивают свою жизнь интернетом и телевидением. Но изложить то же самое письменно – это просто катастрофа. Не только с точки зрения почерка. Увы, с почерком-то у нас совсем проблемы. Мы уже привыкли только печатать. Но даже вот с точки зрения стройности, внятности, логичности изложения, чтобы второй абзац проистекал из первого, третий из второго и так далее, чтобы было вступление, а в конце заключение. Вот со всем этим у отличника-семинариста Михаила Спиранского проблем не было. Он прекрасно учился и, как лучший ученик, сразу после окончания семинарии стал там же преподавать. Немного отвлекусь, как жили тогда преподаватели. В семинарии, собственно, в университетах примерно то же самое. Спиранский преподавал математику поначалу. Получал за это 150 рублей. Потом ему добавили преподавание физики и красноречия. Еще 50 рублей. Потом философии. То есть вот все нагружали. Классная нагрузка у него росла почасовка. Потом философии. В конце концов, его в совершенно юные годы назначили префектом семинарии. Префект – это почти директор. И вот с учетом административной работы и преподавания нескольких дисциплин оклад Спиранского достиг приличной суммы по тем временам – 275 рублей. Только не подумайте, что это в месяц. Это 275 рублей в год. Примерно 25 рублей в месяц. Много это или мало в сравнении с доходом государственного крестьянина или мелкого лавочника? Наверное, это нормально. В сравнении с жалованием
хорошего чиновника, высокопоставленного, или офицера – это совсем немного. Спиранский жил скромно, небогато, но сухарем не был. Часто ходил в театр. Правда, покупал себе в Петербурге самые дешевые билеты на галерку по 25 копеек. 25 копеек – это так. При зарплате 25 рублей тоже считается. Помимо, кстати, преподавательской работы, Спиранский увлекся сам литературным трудом и поначалу писал и прозу, и даже стихи. Стихи эти, кстати сказать, сохранились. Неплохие, не бездарные. По наводке санкт-петербургского митрополита, который выделял одаренного юношу, Спиранский знакомится с одним из немногих личных друзей детства государя-императора Павла Петровича, князем Куракиным. Я рассказывал им о Куракине, о братьях Куракиных. Были очень лояльны по отношению к Павлу. Его соратники, друзья, как они пытались весьма бестолково помогать Павлу в его попытках реформировать матушкину империю. Я-то рассказывал об этом в цикле лекций о Павле I, повторяться не буду. Но вот что сделал Алексей Куракин. Алексей Куракин, которому представили Спиранского как талантливого помощника, устроил экзамен. Надиктовал ему в течение буквально получаса, основные мысли. 11 писем на разные темы разным людям. Предполагалось при том, что разным людям в разном статусе социальном, в разном должностном положении надо писать немного по-разному. Одно дело письмо равному князю-графу, другое дело письмо поставщику-лавочнику, третье дело письмо приятелю дружеское. И вот, надиктовав примерный контент, как сейчас говорят, Куракин попросил его к утру эти письма представить. К утру Спиранский написал 11 изящнейшим, блестящим, строгим слогом писем. Куракин прочитал и сказал, что ему остается только расписаться, потому что он сам бы в жизни лучше не изложил собственные мысли. Спиранский был принят на работу таким образом с окладом уже в 400 рублей, то есть больше, чем префект главной семинарии страны. И вот он начинает служить у Куракина. Сначала домашним секретарем, ведает его перепиской. Я, честно говоря, завидую Куракина. Такие сотрудники, которые могут лучше начальника изложить собственные мысли начальника, да еще в разной стилистике и столь быстро, и сразу набело, поверьте мне, они сегодня на вес золота. Никакой искусственный интеллект их не заменит. Спиранский начинает служить у Куракина сначала секретарем, потом Куракин. Он настолько ему нравится, что он поручает ему преподавать русский язык, письмо собственному сыну и племяннику заодно. Почему я об этом сказал? Потому что племянника звали Сережа, а фамилия племянника была Уваров. История настолько тесная у нас место во всех смыслах. Сереженька Уваров вырастет довольно известным человеком. Вот будет вспоминать своего учителя русского языка первого. Это тот самый граф Сергей Уваров, который будущий министр просвещения, который будущий президент Российской академии наук и который, собственно, основоположник главного идеологического тезиса XIX века – самодержавие, православие, народность. Вот у него Спиранский был первым учителем русского языка. В конце концов, Куракин предлагает Спиранскому завязывать с преподавательской деятельностью в семинарии и переходить полностью на государственную службу. Кстати сказать, митрополит не хотел Спиранского отпускать. Контрпредложение сделал – принять монашество и сразу начать строить церковную карьеру. Вы знаете, что в православной традиции есть белое духовенство, есть черное духовенство. Вот сельские батюшки, настоятели городских храмов, они могут заводить семью, иметь детей, кое-какое собственное хозяйство, имущество, собственность. Монах же ничего этого практически иметь не может, но самое главное, у него обет безбрачия, и только монах может в православной церкви занимать административные и руководящие должности, то есть строить церковную карьеру. Сделано это, в общем-то, не без умысла. В этом есть серьезная, веками сложившаяся здравая логика. Чем более высокую должность в церковной иерархии, в деле распоряжения должностями и распоряжения церковным имуществом занимает человек, тем больше у него соблазнов. У монаха, соответственно, соблазнов минимум. Никому не может то, что у него есть, передать по наследству, собственно, что ты унесешь с собой в могилу. Как ты родился, в том ты перед Богом и пристанешь. Спиранский отказывается от церковной карьеры, отказывается от принятия монашества и делает свой выбор, переходит на государственную службу. В канцелярию Сената, как бы сейчас сказали, в администрацию президента. Вот карьера Спиранского там абсолютно стремительна. Вообще ему всего-навсего 23 года.
Он был очень молодым префектом семинарии. Чуть менее чем за 3 года он делает фантастический для чиновника XIX века карьерный рывок. Начинает он надворным советником, потом быстро получает следующий чин. И так за 3 года проходит ступеньки, достигнув статского советника. Статский советник – это почти генерал на гражданской службе. Спиранскому нет 26 еще на тот момент. При этом это все было не потому, что его как-то там особенно крышевал Куракин. Нет. Если бы было так, Спиранского бы после опалы Куракина, при Павле Петровиче, даже друзьям детства тяжело было не попасть в опал. После опалы Куракина Спиранский никуда не делся. Он так и остался работать в канцелярии Сената в той же высокой должности. Почему? Потому что его примечал сам Павел I. Он отмечал документы, которые Спиранский пишет. Спиранского отличала абсолютно феноменальная работоспособность. Он вставал в 5 утра каждый день, без выходных. Этот график он будет выдерживать всю свою жизнь. В 8 утра он начинал уже официальный прием посетителей. Эталонный трудоголик. Как правило, рабочий день Спиранского длился до 18 часов. Производительность, помноженная на острый ум, прекрасную эрудицию, давала немыслимые результаты. На любом посту, который занимал Спиранский, он очень быстро становился практически незаменимым. К власти приходит Александр I после известных событий, и Спиранского забирают в свою команду младореформаторы. Точнее говоря, один из младореформаторов – граф Кочубей. Тут уже все совпало. Младореформаторы, романтики, так называемый негласный комитет при Александре, они все преисполнены идей просвещения, как можно быстрее начать реформы, отменять крепостное право, в общем, что-то такое делать благодушное и изящно прекрасное. И, конечно, Спиранский, опытный чиновник к этому моменту, но тоже убежденный приверженец идей философов просвещения, которых он изучал еще в семинарии, напомню, как неудивительно. Все это совпадает со временем искреннего увлечения царя и его команды проектом глобальных реформ, и 30-летний Спиранский приходится здесь очень ко двору. За несколько лет он подготовил по поручению Кочубея и негласного комитета сотни указов, писем и распоряжений либерального направления. А спустя несколько лет его ждало новое возвышение. В 1806 году министр Кочубей, к этому моменту граф стал министром, чем-то тяжело заболел. И болел довольно долго. И так получилось, что вместо него на доклады к Александру Первому стал постоянно ездить Спиранский. Александр I, который и до этого Спиранского знал, но не близко, пришел от него в абсолютнейший восторг. Что привлекло Александра, я думаю? Спиранский был очень не похож на других. Перед ним были люди как бы 3 категорий. Первое – это воздушные такие, возвышенные, знатные романтики-реформаторы, такие как Кочубей, Новосильцев, Черторийский. Обо всем мы говорили, рассказывая об Александре I. Вторая категория – это были старые екатерининские вельможи, такие тугодумы, такие неторопливые, такие троекуровы. И третья категория – это были серые, невзрачные, исполнительные, безинициативные чиновники, которые, естественно, все у довольно молодого государя, желающего что-то изменить к лучшему, они все у него вызывали раздражение. И тут появляется Спиранский, не похожий ни на кого. Он такой же просвещенный и энергичный, как младореформаторы, такой же осторожный и взвешенный, как екатерининские старые вельможи, и знает лучше любого чиновника всю профессиональную рутину. Немного подуставший от своего окружения Александр I получает уникального человека дела, который при этом не только предлагает, что сделать, но точно знает, как делать, может написать план, график работ, поставить KPI, выражаясь сегодняшними словами, поэтапно, по дням, по месяцам, что надо делать вслед за чем, кому что поручить, взять эти поручения на контроль и, в конце концов, если ему дать полномочия и власть, конечно, добиться исполнения утвержденного прожекта. Можно сказать, что, начиная с этого периода, если у нас с военной реформой ассоциируется Аракчеев, другой человек, тоже поднявшийся практически из низов, то со всеми гражданскими реформами Александра начинает ассоциироваться их соавтор и исполнитель Спиранский. Тогда-то его Александр и берет, кстати сказать, на встречу с Наполеоном в Эрфурт. Спиранскому
большое внимание уделяют французы, даже избыточно большое. Его засыпает комплиментами сам Бонапарт. И вот тогда появляется первая червоточинка. Тогда уже другие члены русской делегации начинают ревновать Спиранского не только к Александру, но ревновать его и к европейской известности. И вообще что-то там себе такое надумывать. Обратите на это внимание, потому что это еще эхом Спиранскому отзовется. После Эрфурта Александр просит уже непосредственно Спиранского представить ему план реформ, план, как там реорганизовать рабкрин, план реорганизации империи, только без крайностей. Крайностей уже Александр никаких не хочет. Этого он наелся еще до Аустерлица. Осторожно. Такой план в мельчайших деталях, как бы сейчас сказали, с план-графиками, таблицами и целевыми показателями, Спиранский вскоре представляет. Я не буду описывать его подробно, потому что все равно запомнить сложно. Там масса нюансов, касающихся реорганизации иных учреждений, установлений, законодательства. Для того, чтобы это все понять и запомнить, надо жить в той эпохе и понимать, о чем, собственно, идет речь. Я так широкими мазками скажу основные направления. Первое, Спиранский предлагает не отменять крепостное право. Это, он говорит, невозможно, но предлагает план поэтапного его ограничения. Далее, по сути, предлагается целый комплекс мер, который постепенно, в течение нескольких лет, этого хочет сам Александр, которые превратят абсолютную монархию в монархию, по сути, конституционную. Монархию с внятным американского стиля разделением властей. Отдельно власть законодательная, отдельно исполнительная во главе с монархом, передаваемая по наследству и контролируемая монархом. Отдельная власть судебная, совершенно независимая. В общем, по тем меркам это был немыслимый прорыв вообще в уровне государственного мышления. План этот, назовем его планом реформ 1809 года или планом Спиранского, конечно, реализован не был. Александру он сначала очень понравился. Он буквально носился с этими листами бумаги, всем показывая, рассказывая, пытаясь увлечь собственную команду проектом реформирования, но постепенно более консервативные министры, семья, окружение, я уже не буду говорить про военных, все они скопом говорили императору, что это слишком радикально. У нас близится война с Наполеоном, нам нельзя ломать сложившуюся государственную систему. Сначала надо разобраться с проблемами внешнеполитическими, потом только переходить к проблемам внутренним. И, в общем, план этот в основном остался на бумаге. Но кое-что Спиранский сделать смог. Давайте об этом поговорим. При участии Спиранского была завершена реформа образования. Лучших достижений Александровской поры, кстати сказать, идея создания царскосельского лицея, такого эксклюзивного, сверхэлитного образовательного учреждения, это тоже идея Спиранского. Согласно реформе, с 810 года был создан Государственный совет. У нас и сегодня есть Госсовет в Российской Федерации, но это совсем другое. А вот Государственный совет тогда это было некое учреждение, имевшее функции, выражаясь современным языком, правительства, туда входили все министры, Совет министров. Совет безопасности, туда входили силовики и отчасти высшие военные чины. Ну и также наиболее авторитетные, уважаемые и влиятельные люди империи. Государственный совет был органом, который рассматривал все инициативы, рассматривал все серьезные законопроекты и советовал царю, как вести государственную политику. Такой совещательно-рекомендательный орган при государе-императора, на который государь может, естественно, опираться как на полноценную общеимперскую экспертизу. Кстати, Государственный совет доказал свою жизнеспособность. И если мы вспомним с вами знаменитую картину Репина, копия с нее висит у меня даже в кабинете на работе, заседание Госсовета, то это не обычное заседание Госсовета, это как раз заседание, посвященное столетию создания Государственного совета. Вот в этом Государственном совете Спиранский занимает должность статс-секретаря. Он отвечает за организацию работы Госсовета. Даже не статс-секретарь, у него должность называлась государственный секретарь. То есть, как Бурбулис был при Ельцине, вот Спиранский, только с несравненно большими полномочиями, был при Александре. Кроме того, он проводит финансовую реформу, довольно эффективную.
поскольку на момент окончания первых наполеоновских войн финансы Российской империи находятся в совершеннейшем расстройстве. Выражаясь по-простому, страна стояла на грани пропасти, на грани полного дефолта абсолютного, на грани финансового банкротства. Доходы империи в том году, в 810-м, составляли 125 миллионов рублей. Расходы 230, то есть почти в 2 раза перекрывали доходы. Можете себе представить, дефицит государственного бюджета 100%. Был колоссальный внешний и внутренний долг, около 600 миллионов рублей. При этом никаких резервов, никакого золотовалютного запаса, никакого фонда национального благосостояния, вообще никаких заначек у государства не имелось. Весь этот дефицит колоссальный. Плюс еще выплата процентов по долгам перекрывалась только одним способом – печатанием денег. И можете себе представить, какая была инфляция. Если до того государство успешно продавало ценные бумаги под 3, 4, 5% годовых, то здесь инфляция могла достигать уже двузначных цифр. И, конечно, подобного рода неразберихи в российской экономике десятилетиями не было. И вот со всем этим Сперанский разобрался. Разобрался с жесткими финансовыми мерами. Он работал как наш Минфин. Секвестр бюджетных расходов, экономить на всем. Дополнительные налоги главным образом на имущих. В первую речь шла о налоге на дворянские имения. Вот этого дворяне совершенно ему не простили. Их обложили существенным налогом. Богатые платили больше, чем бедные дворяне. Тоже никому не понравилось. Дворяне вообще в XVIII веке большую часть времени были выведены из-под налогообложения любого. Третье – это налог на винокурение. Винокурение – это производство алкоголя. Этим тоже главным образом занимались в дворянских имениях. Пришлось в данном случае любителям выпить. Поторговать на продажу спиртным тоже раскошелиться. Ну и, наконец, прекращение выпуска бумажных ассигнаций. Более того, ассигнации, уже выпущенные, постепенно изымались из оборота. Таким образом, денежная масса сужалась. Вместо этого в оборот вводились серебряные рубли, твердая валюта. В комплексе с большим количеством других мер финансовая реформа Сперанского привела к тому, что в кратчайший срок, буквально в 2 года, дефицит госбюджета был ликвидирован, доходы резко выросли казны, но врагов у Сперанского добавилось. Самую большую, наверное, антипатию в дворянстве Сперанский вызвал своей реформой. Он сумел синициировать эту историю, убедить в этом государя. Это реформа, в результате которой движение по карьерной лестнице, впервые, кстати, в истории нашей империи, получение новых чинов стало обуславливаться наличием образовательного ценза. Поясню. Любое производство на гражданской службе, 8-й чин коллежского асессора отныне, а 8-й чин давал личное дворянство, отныне становилось возможно только на основании специального экзамена образовательного, экзамена на профпригодность. Мы очень любим приводить в пример, как мудрые китайцы в древности не повышали в должностях чиновников, пока они не сдадут специальный образовательный экзамен. Ну вот у нас то же самое сделал Сперанский. То есть хочешь вырасти выше 8-го чина, сдай специальные экзамены, либо предъяви диплом об окончании университета. Далее, при получении 5-го чина, это чин статского советника, который на тот момент давал потомственное дворянство, опять новые экзамены. Ну и дальше уже выше 5-го чина без университетского диплома нельзя вообще. Поэтому реформа данная совершенно дворянству не понравилась. Необходимо было многим людям уже в летах начинать учиться зачастую повторно. Они вроде как образованные люди, но домашнее образование. А тут надо сдавать в серьезном возрасте ЕГЭ, причем гораздо более тяжелый, потому что экзамен принимала соответствующая комиссия. Фактически отменялась придворная служба. Все придворные титулы становились просто почетными, не более того, а обладатели этих титулов, которые не имели никаких обязанностей при дворе, им просто предлагалось заняться каким-то делом, перейти на службу чиновничью либо военную. Нельзя не рассказать еще об одном успешном эксперименте Сперанского, одобренном государем-императором после очередной русско-шведской войны, когда вся Финляндия стала территорией Российской империи. Финляндии был предоставлен особый статус. Статус, который, как планировал Сперанский и Александр, станет положительным примером для всей империи. И на территории
малонаселенной Финляндии, но большой довольно по территории, можно будет отработать те будущие реформы, которые потом будут задействованы везде, по всей России. В Финляндии не было крепостного права, в Финляндии были собственные органы местного самоуправления, в Финляндии был свой парламент, в Финляндии была своя конституция, была собственная полиция и даже собственные территориальные воинские подразделения. Это была совершенно идеальная система для финнов, и, к сожалению, большому, к счастью, к сожалению, финский эксперимент не распространился на территорию Российской империи, но, скажем так, благодаря Спиранскому, финны, будучи сильно беднее среднероссийских губерний, спустя 100 лет, на момент выхода Финляндии из состава нашего государства, финны в среднем жили гораздо зажиточнее, свободнее и спокойнее, чем в России. То есть за эти 100 лет, благодаря реформам Спиранского, они сильно разбогатели. О Спиранском есть такая интересная история. Там же, в Эрфурте, государь как-то спросил его: вот ответь мне, Михаил Михайлович, а где все-таки лучше? Во Франции, в Германии или у нас дома? Где жить лучше? Спиранский дал, на мой взгляд, самый остроумный, замечательный и верный при этом ответ, который никого не обидел, который отчасти польстил государю, но, с другой стороны, в общем, был правдив. Спиранский сказал: Ваше Величество, в России лучше люди, а в Европе лучше установления, то есть лучше законы. Вот вам, как говорится, и намек, вот вам и программа действий. Надо менять установления, делать их еще лучше, чем в Европе. Ну, насчет того, что в России лучшие люди, Спиранский, безусловно, прав, мы все с этим согласимся, но не все люди. Были и завистники, и ненавистники Спиранского, причем самые разные. Спиранский всеми своими действиями порождал зависть, он, мол, выскочка, безродный, ниоткуда, порождал ревность и порождал в том числе и идеологическое сопротивление. В числе искренних врагов Спиранского были, например, такие люди, как наш замечательнейший, талантливый историк Николай Карамзин. Николай Карамзин писал, что все реформы Спиранского – это подражание пагубной Франции, подражание этому бессмысленному вольтерианству, безбожию и революционной заразе. Среди членов семьи государя-императора Александра было много людей, которые терпеть не могли Спиранского. Говорили: посмотрите, Попович, какой он заносчив. Он разговаривает с нами практически на равных. Спиранский действительно держался очень гордо. Его еще князь Куракин в свое время научил хорошо и красиво одеваться. Спиранский был таким франтом. Когда он поступил на службу к Куракину, то так посмотрел на этого префекта семинарии, сына сельского попа, и говорит: ладно, когда вот эту всю одежду в камин, я тебе все куплю заново, будешь ходить. Как я тебя одену? Ну, можете себе представить. Спиранский был щеголем, вот, носил перчатки всегда, такой вот цилиндр, как здесь. Любил красивую мебель, аксессуары. Вот у нас на столе канделябр со свечой. Вот такой вот канделябр стоял на столе у Спиранского. Это, собственно, начало XIX века. Ампир европейский. Дорого стоил, кстати, тогда. Это вам не какая-то сальная свеча в плошке, которая плавает. Чувство собственного достоинства у Спиранского было, а это, конечно, членов царской фамилии знать раздражало невероятно. Ну и в конце концов государю капали. Царь поначалу не реагировал. Капля камень долбит, как говорится, не силой, а частотой падения. Итогом стала отставка Спиранского, причем отставка скандальная, отставка с таким намеком, чуть ли не на измену, отставка, которая была названа при дворе высокопарно падением Спиранского. Намеки были какие? Что он является агентом влияния Запада. Чуть ли не шпион. Ну, конечно, не шпион, доказательств нет никаких, но вот агент влияния. Неправильные, не русские реформы предлагает. Технически это было организовано следующим образом. Поздним вечером государь пригласил Спиранского к себе в кабинет рабочий, закрыли двери, и далее при закрытых дверях, неизвестно о чем, они беседовали около 2 часов. Спиранский, которому к этому моменту 40 лет, вышел на полусогнутых ногах, у него в буквальном смысле тряслись руки, пот катился градом. Он оставил портфель с бумагами в приемной государя, стал как-то пытаться застегнуть этот портфель, портфель не застегивался, он запихал туда бумаги, потом он схватил свой цилиндр и в беспамятстве стал пытаться засунуть
смяв цилиндр тоже в портфель, туда же засунул перчатки, все это обхватил и упал в кресло. Ему бросились с водой, нюхательной солью. Уж всем показалось, что Спиранский сейчас просто потеряет сознание и умрет от разрыва сердца прямо на месте. Как-то его откачали, он поехал домой, а дома его ждет начальник полиции, министр Балашов, тоже известный недоброжелатель Спиранского, много лет строивший против него козни. Уже ждет с указом письменным, где предписывается немедленно покинуть Санкт-Петербург и отправиться в ссылку. Причем Спиранскому не выплатили никаких денег. Жил он на жалование, приличное по тем временам, но жалование. Вот что у него было, сколько накоплений, взял с собой и отправился куда-то там на Урал, в Пермь. В общем, можно было сказать, что все, финита ля комедия, стремительная, невиданная, молниеносная карьера из Поповича почти в премьер-министры завершилась. Но нет. Мы не знаем, о чем говорил государь-император со Спиранским. И мы даже не знаем, как он объяснял ему эту молниеносную отставку. Есть разные версии, разные предположения. Я думаю, что это все было объективно. Дело близилось, двигалось к огромной общеевропейской войне и втягиванию в нее в Россию. И человек, который известен своей симпатией к Франции, к Бонапарту, к реформам, который по французскому европейскому образцу. Человек, ненавидимый знатью и родовитым дворянством. Человек, к которому очень плохо относятся все силовики, как бы сейчас сказали. Пользуется большим благорасположением потенциального противника Франции. Конечно, такой человек рядом с государем ставил Александра в неловкое положение. Поэтому кончилось время реформ, кончилось время мира, наступило время разбрасывать камни, наступило время войны, иных военных людей, и Александр Спиранского от себя отодвигает. Но не навсегда. Война закончилась. 1816 год. Спиранского возвращают. Он не приезжает в Петербург, его сразу назначают сначала пензенским генерал-губернатором, а потом через некоторое время сибирским генерал-губернатором с резиденцией в Иркутске. Причем не просто губернатором, а ревизором. Спиранский несколько лет действительно приводит в порядок дела в Сибири, дела в Пензе. Делает это очень строго, бескорыстно, жестко. Есть много историй про то, когда Спиранский начинал проверять, что там творится в Сибири. Кстати сказать, одним из его предшественников был отец Пестеля, с которым тоже там, судя по всему, было все непросто в хозяйстве. Были случаи и посадки чиновников, и громкие отставки, и даже попытки самоубийств и бегства за границу. Поэтому, видимо, не все было чисто в сибирском губернаторстве. Спиранский много улучшил. Спиранский лично вел прием населения. Спиранский был открыт для любых предложений и даже попробовал в Сибири реализовать свою идею разделения властей на отдельно судебную, отдельно законодательную, законосовещательную, отдельно исполнительную. Как смог, он там на региональном уровне это организовал. На общеимперском, как я вам сказал, не все получилось. Например, Спиранский предлагал Сенат, древний со времен Петра и крайне бестолковый орган. Никто не понимал, собственно, чем занимается Сенат. Звание сенатора почетно, а спектр обязанностей непонятен. Сенат Спиранский попробовал преобразовать в Верховный суд общеимперский, но у него тогда не получилось. А в Сибири получилось. В 1821 году возвращение в Петербург. Он становится членом Госсовета, того самого, который был создан по его предложению, и назначается управляющим комиссией по составлению законов. Эта должность гораздо большая, чем нынче министр юстиции, чем нынче начальник Главного правового управления администрации президента. Это вообще самый главный человек по законодательству в империи. Но что интересно далее? После воцарения Николая Спиранского не оставляют. Нет. Спиранский становится одним из самых ближайших приближенных нового государя. Причем новый государь не испытывает никаких либеральных иллюзий. Он офицер, он только что с декабристами расправился, он человек самых консервативных убеждений. И автор либеральных реформ Спиранский становится его ближайшим помощником. Спиранский – автор манифеста о создании Верховного суда над декабристами. Он вошел и в состав этого суда. Он был в числе тех, кто выносили декабристам приговор.
Дальше, правда, существуют разные свидетельства. Одни говорят о том, что Спиранский в этом суде занимал чуть ли не самую жесткую позицию, что, мол, люди, которые насильственным образом пытаются свергнуть власть, те, которые замышляют цареубийство, они есть худшие из врагов эволюционного реформирования постепенного, которых только можно представить, и заслуживают самого жестокого наказания. Есть и другие свидетельства, что Спиранский буквально плакал при вынесении приговора. Но так либо иначе, осудив декабристов, Спиранский, как написано было в советских учебниках, продемонстрировал свою лояльность новому курсу. И вот Николай I поручает Спиранскому создать то, чего не было в России никогда. Была попытка сделать нечто подобное сначала, сложно себе представить, еще Иваном III, великим князем московским, судебник. Потом государем Алексеем Михайловичем Романовым, отцом Петра I, уложение 1649 года, уложение законов московского государства. И с тех пор все законодательство России – это бесчисленное число указов, законов, постановлений, решений Сената, решений уже Госсовета, ну и бог знает чего еще. Все это разбросано, все это нигде не собрано. В разных городах и весях ссылаются на разные законы, которые зачастую, естественно, противоречат друг другу. Сейчас надо было все собрать. Все, что имеет смысл, оставить. Все, что не имеет смысла, отменить. То есть провести такую настоящую судебную гильотину. Состыковать это друг с другом и кодифицировать. Ну, работа, честно говоря, неподъемная. Наполеону было проще. Он мог писать гражданский кодекс с нуля. Революция все отменила. Делай новое образцовое законодательство, как хочешь. А Спиранскому нужно было проанализировать все, что было. Как мог Николай отменить то, что делал его старший брат, то, что делал его отец, бабушка, ну не говоря уже о самом Петре I, первом российском императоре. Нет, надо было опираться на опыт поколений. И вот Спиранский создает немыслимые по сложности и по важности документ. Полноценное, вот он у меня, полный свод, полное собрание законов Российской империи. Это не все. Это подлинник. Это том номер 11. Составляя их, Спиранский вместе с командой работает с подлинниками. Подлинниками, писанными от руки. Это действительно титанический труд. Но фактически памятник Спиранскому при жизни. В 1839 году, незадолго до смерти, в награду за эту титаническую работу, которая, кстати сказать, имела большой смысл, потому что она потом просто всем нашим гражданам облегчила жизнь. Судить можно было не по произволу, не ссылаясь на какие-то акты 300-летней давности, а судить, вести суд. Надо было, основываясь только на этом полноценном документе, такой гигантской, назовем это громким словом, конституции. Российской империи, конечно, никакой конституции это не была, но это был закон. Это была мечта Спиранского. Не произволом, законом. Николай I наградил его и графским титулом. Он стал графом Спиранским, Попович. Наградил его высшим орденом Российской империи, орденом Андрея Первозванного, причем сделал это публично, сняв орденскую ленту с себя. То есть он вручил Спиранскому свой личный орден. Вершина признания. К сожалению, графом Спиранский походил недолго. Через 41 день он скончается неожиданно, жестоко простудившись в сыром петербургском климате. И похоронят Спиранского на кладбище Александра Невской лавры. Могила его есть там и сейчас. Вот это все было о деяниях этого замечательного человека. Но мы же с вами договаривались, чтобы нам понятнее относиться к людям, мы будем говорить не только о делах, не только о законах, о вот этих вот трудах немыслимых. Мы будем говорить с вами и просто о них как о людях. Поэтому я, с вашего позволения, немного расскажу вам о том, чего нет в учебнике истории, о личной жизни Спиранского, о нем как о человеке. Как Аракчеев был угрюмым однолюбом. Так и Спиранский. Это совершеннейший однолюб. Женился он один раз в молодости. В 1798 году женился на 17-летней англичанке. Звали ее Элизабет Стивенс. Это была дочка англиканского пастора. То есть тоже из семьи священника. Познакомились они совершенно по-современному. Вот как сейчас
знакомиться молодежь. Где-то обедали вместе у знакомых. Оказались случайно друг напротив друга за столом. Разговорились. Говорили они на французском. По-русски Элизабет ничего не знала. Очаровательная 17-летняя девушка. 25-летний Спиранский специально выучит английский язык, чтобы общаться со своей возлюбленной. Счастье, медовый месяц. У них сразу рождается дочка. И вот дальше трагедия. Дочери нету и 3 месяцев. Каким-то образом юная жена Спиранского подхватила скоропалительную чахотку и буквально сгорела. Ее смерть повергла Спиранского в глубочайшую депрессию. Говорят, он неделю не появлялся на службе. Зная его маниакальную страсть к работе, это даже сложно себе представить. Его нашли на одном из островов Невской дельты, сидел у воды. Он сам признавался впоследствии, что хотел покончить с собой, но от самоубийства его спасла только крошечная дочь, которую надо было растить. Больше Спиранский никогда не женился. Но дочь выросла, вышла замуж. У Спиранского было много внуков, правнуков. И вот один из его правнуков в год столетия прадеда в знак уважения к заслугам последнего получил разрешение принять его фамилию, то есть именоваться не по мужской линии, а по фамилии своего знаменитого прадеда – Спиранский. О личных привычках Спиранского мы знаем немного, но то, что нам известно, ярко его характеризует. Как-то раз, когда Спиранский уже был на высочайших должностях, в силе и в фаворе, поздно вечером его посетил один знакомый профессор. Он спросил, где Спиранский. Его неожиданно провели мимо модно обставленных кабинетов в какую-то крошечную комнатушку, где хозяин дома стелил постель на простой деревянной лавке. Спать он приготовился на овчинном грязном тулупе. «Помилуй, что это значит?» – воскликнул профессор. Спиранский ответил: «А ныне ведь день моего рождения. А я всегда провожу ночь в день моего рождения таким образом, чтобы напоминать себе каждый год свое происхождение и свою старую нужду». То есть не зазнаваться. Спиранский демонстрировал исключительную почтительность своей матери, Прасковье Федоровне. Когда она приезжала в Петербург к сыну, он, не стесняясь окружающих, при всех опускался по народному обычаю перед ней на колени. Портрет его матери в скромном одеянии в золоченой рамке всегда стоял на письменном столе Спиранского. Ключевский называл его Вольтером в православно-богословской оболочке. Вообще восторгался Спиранским. Писал, что со времен ордена Нащекина у русского престола не становился другой такой сильный ум. А после Спиранского, говорил наш великий историк, я и не знаю, появится ли когда-либо такой третий. До революции к Спиранскому был довольно специфический интерес, нам не очень понятно. Дело в том, что великого реформатора называли Пушкиным русской бюрократии. Что это означало? Вполне серьезно, по мнению историков, если Пушкин реформировал русский литературный язык, также Спиранский реформировал русский бюрократический язык, сделав тексты указов, законов, распоряжения нормальными, человеческими, простыми, логичными и понятными любому законопослушному гражданину. Кроме того, надо понимать, что он был первым чиновником такого высочайшего уровня, который в открытую заявлял, что нужно создавать конституционное правовое государство, что нужно стараться обеспечивать гражданские права, нужно стараться формировать гражданские свободы. В этом отношении, по масштабу своей деятельности, я думаю, что в нашей истории, по крайней мере, дореволюционной, мало людей ему равных. Орден Нащекин, хотя что мы о нем знаем? Мало чего мы о нем знаем. В древности. Ну и, наверное, только Столыпин в начале 20 века. Вот, собственно, и все. Судьба Спиранского – это живая иллюстрация того, как нелегко живется реформаторам на Руси. Не в плане карьерного роста. Тут у него, конечно, после немыслимого взлета и потом падения был второй взлет, и было признание. А просто надо понимать, что Россия – особая цивилизация, которая развивается по своим внутренним законам, от которой трудно требовать невозможного, в которой нельзя провести реформы вот так вот щелчком в полчаса. Наша огромная страна имеет колоссальную инерцию русской жизни, которую трудно преодолеть даже таким ярким и блестящим во всех смыслах деятелем, как был Спиранский, как пытался быть Александр I, как пытались быть члены негласного комитета, как впоследствии старался сделать Александр II, Витте, Столыпин и все те, кто пытался реформировать нашу страну не революционным, а спокойным, естественным революционным путем. Надо сказать, что и Спиранский, как автор большинства гражданских реформ,
так и Аракчеев, как автор военной реформы Александра I, оба они очень похожи. Они оба однолюбы, они оба произошли из самых низов. Я вам рассказывал как-то в лекции об Аракчееве, когда он приехал с отцом поступать в кадетское училище, в кадетский корпус в Петербурге, его не принимали, а у них не было денег. И они буквально на паперти милостыню просили, в фигуральном смысле этого слова, голодали в ожидании того, чтобы как-то устроиться на казенные харчи в это кадетское училище. Также Аракчеев, как и Спиранский, достиг, наверное, максимума того, что мог достигнуть не член императорской фамилии в империи того времени. Говоря об итогах жизни Спиранского, не могу не поделиться с вами еще одним открытием. Я, кстати сказать, не знал. Узнал об этом, готовясь к сегодняшнему нашему разговору. Вот как Спиранский учил русскому языку будущего министра просвещения графа Уварова, так вот точно так же при дворе Николая I Спиранский был домашним учителем, только не русского языка, а права, правоведения. Как бы вы думали, у кого? У цесаревича Александра, будущего императора Александра II и, наверное, самого успешного имперского реформатора во всей истории нашей страны. Я думаю, что как учитель права Спиранский заложил правильные мысли цесаревичу. Он посеял те зерна, которые взойдут самыми благодатными всходами в следующее царствование Александра II. Всю свою жизнь Спиранский так и оставался тружеником, подвижником, человеком, встававшим в 5 утра и ложившимся спать ближе к полуночи. Весь день работавшим, старавшимся привести в порядок дела, разобраться, что там в сибирском генерал-губернаторстве, что в министерствах, что в коллегиях, что в законодательстве. Такие люди, которые всю жизнь работают, стараются привести дела в порядок, стараются что-то улучшить, они всегда нужны. Они нужны при любом самом великом государе. Поэтому Спиранский был незаменим как при Александре, так и при Николае. Мы знаем много людей, современников Спиранского, которые обладали множеством административных талантов. Вот тот же Наполеон, ведь он был не только талантливым военачальником, но и был замечательным администратором, замечательным законоустроителем. Но давайте подумаем, к чему вели реформы Наполеона, а к чему вели реформы Спиранского. Спиранскому было гораздо тяжелее, чем Бонапарту, ведь он не мог принять решение. Он мог только предложить решение, разработать проект решения, а принимал решение Александр и его приближенные. Но, тем не менее, посмотрите, как многого добился Спиранский. Разница Спиранского и такого реформатора, как Бонапарт, проистекает из одной фразы, которую я хотел бы вам сейчас процитировать. Это из письма Спиранского его дочери, единственной и любимой. Он рассуждал о том, важен ли ум в государственных делах. И вот он пишет, кавычки открываются, «Глупо вообще иметь ум, не обращая его в добро. А добро – это приводить людей к миру и к любви». Все реформы Спиранского – это попытка привести жизнь к большему порядку, к большему добру, к миру. Вот так же, как Пушкин, отец нашего литературного языка, чувства добрые стремился лирой пробуждать, вот так же Спиранский, Пушкин бюрократии, пытался эти чувства добрые преобразовать в добрые и благие дела. Не могу не привести еще одну цитату. Простим ее автору некоторую категоричность, но, знаете, после смерти о хорошем человеке можно сказать и слишком хорошо. Ничего дурного в этом нет. Итак, в кавычках. «Ежели что хорошего и сделано в нынешнее царствование, то все это хорошее сделано им одним». «Война и мир», Лев Николаевич Толстой, о Спиранском. Согласимся с нашим великим писателем и сохраним о Михаиле Михайловиче Спиранском добрую и светлую память. Александр Сергеевич Грибоедов, которого все мы знаем как автора литературного произведения, которое проходит в школе, которое известно каждому. Но мы не будем разбирать «Бессмертное горе от ума», вспоминать Фамусова
его дочь, служанку, Молчалина, Чацкого. Ничего этого не будет. Мы будем говорить о Грибоедове не столько как о литераторе, сколько как о человеке своего времени. Человеке невероятно ярком, в ком вот как в каком-то кристалле собралось и отобразилась переломная эпоха рубежа XVIII-XIX века. Слом поколения, другой взгляд на жизнь, изменение мировоззрения. Мы будем говорить о Грибоедове как о образованном юноше, который записался добровольцем на фронт в 17 лет. Мы будем говорить о Грибоедове как о модном молодом человеке, театрале, литераторе, дуэлянте, бритере, хулигане. Мы будем говорить о Грибоедове как о государственном служащем, как о дипломате успешном, оставившем свой след в истории России. Но самое главное, мы будем говорить о времени и о тех моментах этого времени, о которых, может быть, вы знаете чуть меньше, потому что про это в школе не рассказывают. Итак, «Горе от ума» далеко не единственное произведение Александра Грибоедова. Более того, далеко не первое, но последнее. При жизни оно было в самиздате, оно было запрещено для постановки на сцене, расходилось в списках. На самом деле Грибоедов – человек-загадка. Начнем с того, что мы не знаем, как он выглядел. Конечно, портрет Грибоедова классический, кистью художника Крамского, находится почти в каждой школе, в кабинете литературы. Портрет написан через 40 лет после смерти Грибоедова. Есть несколько прижизненных изображений, все они друг на друга не очень похожи. Более того, мы не знаем точно, когда Грибоедов родился. Исходим, как из Багратиона, из условной даты, 1795 год. На самом деле, это дата, которую указывала мать Грибоедова. Сам Грибоедов, когда оформлялся на работу в Министерство иностранных дел, писал автобиографии различные, в общем, в разных источниках указывал другой год своего рождения. А иногда даже разные года своего рождения. Он точно не младше, чем 1795 год, но вполне возможно, что на несколько лет старше. Почему? Мы об этом еще поговорим отдельно. Как выглядел Грибоедов по описаниям? Невысокого роста, в очках, у него было плохое зрение. Сколько было диоптрий, мы не знаем, но без очков он видел совсем плохо. Мог не узнавать людей. Тогда не было диоптрий. Шлифовали очки приблизительно на глаз по толщине линзы, и по мере ухудшения либо улучшения зрения очки просто меняли. Грибоедов без очков обходиться не мог. Вот этот его чуб, такой а-ля «Стиляги», фильм, который мы видим на классическом портрете, вот этот чуб тоже только по устному описанию. Был, не был, неизвестно. На портрете он такой франт, но опять, это все догадки художника. Грибоедов родился, будем исходить из того, что в 1795 году в дворянской семье. Семья, мать и отец – это мезальянс, неравный брак. И вообще редкий случай, но Грибоедов фамилия по отцу, но девичья фамилия матери тоже Грибоедов. Представляете, не Иванов, Петров, а Грибоедов и Грибоедов. Редкое совпадение. При этом они совсем не родственники, совсем. Мать Грибоедова – столбовая дворянка. Как было написано в рукописях, в документах, в смутное время предок Грибоедова, некто Михаил, многое храбрости и кровопролития и службу показал, и на воровскую прелесть, и смуту, на которую не покусился. В общем, за что получил от первого Романова вотчину в Вяземском уезде, нынешняя Смоленская область, село Хмелита. Там сейчас известный федеральный музей Грибоедова. Да, что такое столбовые дворяне? Помним по Пушкину с вами, про рыбака и рыбку. Хочу быть дворянкой столбовой. Столбовые дворяне – это почти бояре. Это те дворяне, которые упомянуты в так называемых столбцах. Столбцы – документы до Петровской эпохи. Они были не такой ширины, как А4, немного поуже. И запись вели на этих бумагах в столбец. Обычно в 2 столбца на таком зауженном листе бумаги. Но самое главное, после этого следующий лист прикрепляли не вот так как сейчас, в тетрадях, как принято, переворачивался, а прикрепляли внизу. Обычно приклеивали, иногда были еще специальные скрепы. И потом эти листы соответствующим образом сворачивали в грамоту, перевязывали, если требуется, скрепляли печатью и хранили в специальных коробочках. Иногда эти коробочки были довольно красивыми, железные, с узорами. Если это важная коробочка в архиве, какой-нибудь мирный договор или законодательный акт. Если дворянин упомянут в этих столбцах до Петровских, то, соответственно, это столбовой дворянин. Упоминания могли быть самого разного рода. Например, бумаги о пожаловании тем-то либо тем-то дворянам поместья.
то есть как своего рода свидетельство о временном праве собственности, скажем так, корректно. Или просто перечень этих дворянских фамилий с указанием их каких-то особых заслуг, воинских подвигов, награждений, опять же, пожалований и прочее. Вот дворянин из Столбцов допетровских – это столбовой дворянин, старая фамилия. Конечно, столбовой дворянин отличался от другого, нового дворянства. Это был вопрос не материальный, то есть никаких материальных привилегий не было. Это был вопрос гордости. Столбовые дворяне гордились. Вот столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Специально подробно это вам рассказываю, чтобы вы понимали флер времени. Что такое служилый дворянин? Вот возьмем пример деда Грибоедова. Дед Грибоедова обычно солдат. Видимо, либо из каких-то городских низов, может быть, даже и из крестьян. Солдат. Попал на службу в первый Петровский Преображенский полк. И дальше боевой выслугой дослужился до офицера. А при Петре уже прапорщик дает личное и потомственное дворянство. К концу своей жизни бывший солдат Грибоедов имел уже 170 крепостных душ. Ни много ни мало. То есть еще и разбогател на службе. Что касается даты рождения Грибоедова, я вам сказал, что дата точно неизвестна. Почему? Первый вариант: Грибоедов прибавлял себе возраст в документах, чтобы не казаться зеленым юнцом и претендовать на более высокие должности. Дело житейское, так часто бывает. Чистая психология. Есть другая версия с подоплекой. Мол, Грибоедов действительно был рожден то ли на год, то ли на 2, то ли на 3 года раньше. И отцом его был какой-то знатный вельможа. И вот отец Грибоедова из неродовитого нового дворянства закрыл глаза на то, что его жена с незаконным ребенком записала ребенка на себя ради выгодной партии, а может быть, ради любви. Ну, конечно, мы могли бы попытаться какой-то сложный генетический анализ, поясняя, был ли Грибоедов Грибоедовым по отцу, но, собственно, кому это нужно? Какая разница? Нам же важен человек, а не гены. Об образовании. Вот я в самом начале сказал, что Грибоедов по тем временам, первое, треть 19 века, очень образованный молодой человек. Честно говоря, дворяне-то особо книжек не читали, наукам-то сильно не учились. Хорошо бы знать иностранный язык французский, возможность порассуждать о том о сём непринужденно. Естественно, грамота, основы математики. То есть то, что давало домашнее образование. Я не имею в виду элиту, князей, которые получали изысканное образование с иностранными преподавателями. В целом, наука – это не дворянское дело. И вот Грибоедов как раз относится уже к тому поколению перелома 18-19 века, когда дворянин, если может себе позволить, должен отличаться не только осанкой, воинскими умениями, гордым взглядом, но и образованностью. Поэтому с самого начала они живут в Москве. Родители поссорились, отец жил где-то там в поместье сельском, мама жила в Москве вместе с сыном. Мама сразу нанимает ему гувернеров, преподавателей музыки, его учат играть на фортепиано и на арфе. По нынешним временам редкость для мальчиков, но вот и на арфе умел играть Грибоедов. Изучает иностранные языки, а потом в возрасте, опять же мы не знаем точно, скажем так, от 7, очевидно, до 10 лет его отдают в пансион при Московском университете. После этого пансиона прямая дорога, собственно, в Московский университет, где обучение тогда не 5-6 лет, как сегодня, а 2-3 года. Хочется сказать МГУ, но еще без буквы «Г» посередине. Грибоедов – книгачей. Гёте, Шиллер, Шекспир, французская литература. Фауста читать может часами наизусть. Блестящая совершенно память. Заканчивает университет по факультету словесности. Это общегуманитарное классическое образование. Что дает диплом Московского университета? Сразу возможность устроиться на работу в повышенном чине. Диплом Московского университета – это сразу чин 12 класса, губернский секретарь. По армейским понятиям это поручик. Делаешь такой карьерный прыжок. Грибоедов владел к этому моменту 6 языками иностранными. Английский, французский, немецкий, итальянский, латынь. И чуть позже выучит греческий еще. А затем, уже работая позже в Министерстве иностранных дел, он освоит греческий современный, армянский, арабский, турецкий и персидский. Гемофиниш отдыхает совсем. Чиновник МИДа с 10 иностранными языками. При этом мы должны понимать уровень погружения. На персидском он и писал, и говорил. На французском он говорил лучше, чем на русском. Его просто не отличали от француза. Редкость для дворянства того времени. Настоящий полиглот. Прежде чем будем говорить о работе Грибоедова, немного о деньгах.
Деньги – это важно всегда. Какой материальный достаток семьи Грибоедовых? Казалось бы, там столбовое дворянство по маме, папа майор. На самом деле это не очень богатое дворянство, это скорее средний класс. Для того, чтобы жить в Москве так, как хотела жить мама, свой дом, гувернеры, учителя, репетиторы, сын в университете, экипаж иметь ездить, то есть автомобиль с водителем, желательно пару водителей, их надо менять, прислуга, дом. По дворянским меркам того времени требовалось 5-6 тысяч рублей в год, то есть примерно 500 рублей в месяц. Запомните эту цифру. 500 рублей в месяц – это уровень жизни, содержания среднедворянской семьи, проживающей в Москве. Понятно, что в Петербурге это будет еще дороже. В глуши в Саратове это будет существенно дешевле. Но финансовое положение семьи Грибоедовых, оно, как бы выражаясь современным языком, нестабильное. У них есть несколько поместья, но это либо совсем крошечные какие-то деревеньки, либо поместья, находящиеся в совместном владении с другими помещиками. То есть такой институт тоже раньше был. Несколько человек владели одной небольшой деревней и как-то делили с нее доход. Потом мать получит наследство от брата, другого столбового дворянина, и наконец-то обретет свой собственный дом в Москве. Он сгорит в пожаре 812 года, но будет свой хороший деревянный дом в центре Москвы. Ну и еще получит кое-какие имения. Вот на эти средства будет семью кормить. Однако все равно денег не хватало. И поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. В 1809 году записанные, кстати, на Александра Грибоедова, подростка, 2 деревни. Далее, когда умирает отец умер весь в долгах, долгов было больше, чем имущества. И у него была тоже деревня, находившаяся в закладе, в залоге у банка. При этом сумма оценки этого имения, если его продать, была существенно меньше, чем объем долгов. Что решила мама вместе уже с молодым Сашей Грибоедовым? Они всю эту деревню вместе с долгами записали на сестру Грибоедова. Почему на сестру? Потому что иначе нельзя. Иначе бесприданница. Помните классику? Кто тебя замуж возьмет? Хорошая дворянская партия не составится. Надо, чтобы у невесты было какое-то приданное, не подушки, это же не купеческая семья, не пуховики, не мебель, имение, недвижимость. Пусть и обремененная долгами. Ну, с долгами потом муж как-нибудь пусть разбирается. Во время войны 812-13 годов семья Грибоедовых отдавала своих крепостных в ополчение. Почему? За это правительство платило. А также, как это не звучит дико, но продавала. Продавала крестьян как дворовых. Продать крестьянина с землей было сложно, ну и невыгодно, временами запрещено законодательством. Поэтому крестьянина приписывали ко двору, как слугу, иногда даже вместе с детьми, и дальше продавали его как дворового безземельного. Это называлось продажа на вывоз. Крестьянин переезжал к новому хозяину в другое имение, и дальше там чем-то занимался, мог служить при дворе, при доме, а мог и получить земельный участок, если свободная земля у нового хозяина была. Так и записано, что некий генерал из Вологды купил у Грибоедовых дворовых людей Григория, 35 лет, Степана, 41 года, с сыном 12 лет. Сына имя в документах не упоминали. Это еще не мужская душа взрослая. Ну, хорошо, хоть не разлучили с отцом. 812 год, война. Грибоедов заканчивает только-только университет и поступает добровольцем, корнетом в гусарский полк. Нижний чин, как прапорщик в армии. Кстати, интересно, как принимали добровольцев. Процитирую документ той поры. Брали просто лето от 20 до 45, возрастные рамки. Не затрудняясь, впрочем, если несколько старее или моложе. Лишь бы представлены воины был не урод и не Карло. Грибоедов подошел под все эти категории. Грибоедов записывается добровольцем в армию, но повоевать он не смог. Он как-то сразу чем-то тяжелым заболел. И пока лечился, армия ушла на запад. По окончании войны Грибоедов служит в каком-то захолустье. В гусарах, не очень ему это нравится. Зарплата Грибоедова, как младшего офицера, 140 рублей в год. Несложно посчитать, меньше 15 рублей в месяц. С таким жалованием, даже если добавить к этому кормовые, премиальные какие-то, прочее, ну, с таким жалованием лет 200 ты будешь освобождать от долгов отеческую деревеньку. Потом Грибоедов, когда перейдет на службу в коллегию иностранных дел, в МИД, то получит повышение в соответствии со своим университетским дипломом до
губернского секретаря до 12 класса. Но это повышение в должности, в ранге, в чине, но не в зарплате, потому что гражданские служащие получали меньше, чем военные. Ну, соответственно, сколько там получал губернский секретарь? 200 рублей в год, может быть. Правда, здесь пригодились знания, и поэтому я всегда призываю всех молодых людей и девушек как можно лучше учиться и учить иностранные языки. Чем больше вы их выучите, пока молодые, тем легче вам и интереснее будет жить. Узнав в МИДе, сколько языков знает и на каком уровне Грибоедов, его моментально назначают переводчиком. А вот у переводчиков совсем другие оклады. Переводчик первой категории получал в МИДе 1500 рублей в год. Это в 10 раз больше, чем гусарский корнет. Учитесь. Далее Грибоедов работает по дипломатической линии. Это еще выше жалования. Но тогда ситуация была примерно такая же, как в современном Министерстве иностранных дел. То есть за границей дипломат получал существенно выше, чем работая в центральном аппарате. Причем выше настолько, что, например, наш посол в Вене получал зарплату, я говорю зарплату по-современному, конечно, жалование, да, в несколько раз выше, чем министр иностранных дел. Даже если он был бы действительным тайным советником и канцлером. Неважно. Соответственно, как и сегодня, работать на западном направлении, в Европе, было доходнее и престижнее, чем на восточном. Все рвались в Париж, Вену, Рим, Берлин. Работать в Азии никто не хотел. Грибоедов, поскольку человек карьерно-амбициозный, но не настолько знатный, пошел в МИДе работать по восточной части. Там легче продвинуться. Кавказское направление, Персия, Иран. Кстати, вот я помню, когда я поступал в советские еще годы в Московский институт международных отношений, там дипломатический факультет, который назывался факультетом международных отношений, делился на два отделения. Международные отношения западной страны и МО-Восток. МО-Восток учиться тяжелее, а поступить легче. Потому что потом будешь работать после МО-Восток. Африка, Азия, а МО-Запад, Европа и Америка. МО-Запад – это самые блатные, ну, либо самые умные. Только став уже ближе к концу своей жизни послом, наконец-то Грибоедов решает все свои материальные проблемы. Даже за подписание, тогда он еще не был в ранге посла, за подписание Туркманчайского договора, очень выгодного для России, ему был пожалован сразу чин, через несколько ступеней вверх. Статского советника, статский советник – это 5 класс, это выше, чем армейский полковник. Сразу премиальные 4000 рублей. В империи всегда умели награждать. Ну, естественно, и орден Святой Анны с бриллиантами. Летом 15 года он берет очередной отпуск, приезжает в Петербург, и вот там неожиданно оказывается в литературно-театральной тусовке, как бы сейчас сказали. Знакомится с популярным драматургом. Важно не то, что он популярный драматург, а важно то, что он еще и с административным ресурсом чиновник. Член дирекции императорских театров Шаховской. Помните у Пушкина в Евгении Онегине? Здесь вывел колки Шаховской своих комедий «Шумный рой». Ну так вот, выводящий «Шумный рой» комедии Шаховской подружился с Грибоедовым, видел в нем талант и предложил ему сначала перевести какую-то французскую пьесу. Потом они вместе несколько пьес написали в той либо иной степени соавторства. Потом Грибоедов сам что-то писал, либо адаптировал. В итоге, во-первых, заработал денег. За это платили неплохо. А во-вторых, приятно, литературный успех. И он решает уволиться из армии и пожить какое-то время такой светской жизнью в Петербурге. Слава богу, деньги есть, а ему-то всего на этот момент 20 с небольшим лет. Отметился богемным, слегка хулиганским образом жизни. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Ну и в конце концов, в возрасте, который мы точно не знаем, 22+, он решает все-таки поступить на гражданскую службу, потому что, скажем так, творческие амбиции очень сопрягаются с амбициями карьерными. Вот он поступает в самое престижное место, куда можно устроиться, в Министерство иностранных дел. 1817 год. И сразу же попадает в дурную компанию золотой молодежи. Предводительствует в этой компании некто Александр Заводовский. Александр Заводовский парень непростой. Это сын министра народного просвещения Александровского, бывшего фаворита Екатерины, богатого человека, весьма толкового, прогрессивного. Ну вот сын пошел не в отца. Состояние отца усердно проматывал, жил на широкую ногу в роскошной квартире на Невском проспекте, вместе с Грибоедовым дал ему комнатку. И вот они гуляли. Догулялись до шумно известной в то время
скандальной так называемой четверной дуэли. Что такое четверная дуэль? Когда дерутся не 2 человека, а сразу 4 парами. Так бывало. Помните, вот если кто читал, смотрел кино, хороший сериал, рекомендую, старый, «Графиня де Монсоро». Там шестерная дуэль. Там сразу 6 французских дворян одномоментно бьются на шпагах. При этом тот, кто выживает, должен присоединиться к своей партии, супротив оставшихся в живых противников. К тому моменту, вообще-то, дуэли в Европе уже давно вышли из моды, а вот в России, наоборот, хотя формально и были запрещены. В начале XIX века драться предпочитали на пистолетах. Вот известно, что у Пушкина было 29 дуэлей. Известный дуэлянт. Дуэль – это был вопрос чести. Важно было послать вызов, важно было принять вызов, важно было явиться на место дуэли, важно было не показать слабость. Вот из 29 пушкинских дуэлей до реальной стрельбы на поражение, как бы сейчас сказали, дошло только 3. Остальные как-то были урегулированы до первого выстрела. К сожалению, 3-я дуэль Пушкина стала смертельной. Но многие дуэлянты были отчаянными бритерами, хотя, можно сказать, и убийцами. Самый знаменитый из тех дуэлянтов того времени Федор Толстой по кличке Американец. Только подтвержденных 11 дуэлей, на которых он убил своих противников. Как стрелялись? От барьеров на 10 шагах. Означало следующее. Ставились барьеры 2. Это могли быть воткнутые в землю палки с лентами, либо еще какие-то препятствия. Отмерялось между ними расстояние. 10 шагов. Шагались специально широко, чтобы расстояние между барьерами было побольше. Я думаю, что это где-то 8 метров всего-навсего. Далее еще на определенном расстоянии от этих барьеров ставились дуэлянты. Как правило, если это, например, стрельба на 10 шагах, то еще плюс 10 шагов с каждой стороны. Итого получается расстояние максимум метров 20-25. Команда секундантов «Сходитесь». Вот такие, я уже как-то показывал, подобного типа дуэльные пистолеты, 1,5 килограмма весом, однозарядные, пуля свинцовая, либо специальный сплав, почти 1,5 сантиметра в диаметре. Страшное ранение, если попадешь. С такими заряженными пистолетами противники сходились. Выстрелить можно было в любой момент. Можно было вообще не идти, бить с расстояния. Можно было подойти к барьеру, нельзя было подойти ближе. Точность оружия невелика. Как мы с вами понимаем, с 25 метров попасть очень сложно, но зато потом, подойдя к барьеру, это уже убийство. Единственное спасение – осечка. Осечка была примерно каждый 10-й, иногда чаще выстрел. Вот осечка засчитывалась за выстрел, честь удовлетворена, жизнь спасена. Иногда стреляли в сторону, стреляли в воздух. Теоретически дуэль могла проходить и на шпагах, либо на саблях, но тогда дворяне владели холодным оружием хорошо. Такой поединок, во-первых, мог затянуться на долгое время, иногда даже на несколько часов. А во-вторых, сабля уже, если вынута из ножен, пролита первая кровь, такую дуэль не остановить. Вообще-то противники могли выбрать любой вид оружия. Однажды Пушкин повздорил с каким-то французским дворянином, и право выбора оружия было у того, кого вызывают на дуэль. Пушкин вызвал этого француза, дело было, по-моему, в Молдавии. И дворянин выбрал ружье армейское. Это было столь экзотично и так всех насмешило, включая секундантов, что Пушкин расхохотался, оценил, этот юмор. Видимо, сам вызов был не слишком обидным. Они обнялись, друг друга простили, и дуэль на этом счастливо разрешилась. Виды дуэли были какие? Классические, подвижные с барьерами, когда сходятся, так стрелялся Пушкин с Дантесом, так стрелялся Лермонтов с Мартыновым. Второй тип дуэли, так называемый пистолет к пистолету, пистолет к лбу, либо дуло в лоб. Это очень короткое расстояние между барьерами, буквально 5-8 шагов. Иногда заряжался только один пистолет, то есть была своего рода жеребьевка. Иногда право выстрела разыгрывалось по жребию. Иногда стреляли кто как хочет. Можно одновременно, можно как у тебя нервы сдадут. А иногда строго по очереди. Я плохо помню, мне кажется, что герои нашего времени как раз Печорин и Грушницкий стрелялись по очереди. Был еще совсем экзотический вид дуэли, назывался «через платок». Я много раз читал его описание, но, честно говоря, не знаю конкретных известных случаев такой дуэли. Платок, все-таки не носовой платок современный, он такой длинный, вот такой приблизительно. Будем считать максимум в метр. В левую руку край этого платка берет один дуэлянт, второй дуэлянт берет противоположный край в свою левую руку, они отворачиваются с пистолетами, соответственно, расстояние между ними получается 3 руки. Потом по команде поворачиваются и стреляют. Довольно оригинальный способ взаимного самоубийства. Была еще русская рулетка, или американка еще ее называли иногда. Это такая большая редкость на любителей. Заряжались пистолеты по одному патрону. И дальше какая-то роща, маленький лесок.
с двух сторон на значительном расстоянии, они не видят друг друга, стоят секунданты с дуэлянтами, и потом по команде, по крику их отпускают. И они идут в лесу и сближаются друг с другом, то есть в условиях реальных боевых действий, ищут друг друга и стреляются. То есть вот такой лесной пейнтбол, с той лишь разницей, что у тебя совсем не шарик из краски. Риски совершенно другие. По законам, установленным еще Петром I, все было очень жестко. Повешение и тех, кто выжил, причем и дуэлянтов, и секундантов, и мертвых. Закон был принят, но на практике после смерти Петра никогда не применялся. Потом был манифест Екатерины II о поединках. Дуэлянты подлежали дворянскому, это не общий суд, дворянскому суду. Суд внимательно разбирался, какие были мотивы дуэли, кто прав, кто виноват, в какой степени вообще дуэль была обусловлена уровнем оскорбления, конфликта между этими дворянами. И далее решение дворянского суда утверждалось императором. Обычное наказание – заключение в крепость ненадолго, до года, или разжалование в солдаты, иногда в солдаты на всю жизнь без права выслуги. Для гвардейца перевод куда-то в захолустье без повышения в звании, ну, либо совсем на войну, например, на Кавказ. Помним с вами, опять же, капитанскую дочку. Швабрин за дуэль переведен из блестящей петербургской гвардии вот в эту вот дыру, крепостишку Оренбургского края. Я специально делаю такие длинные отступы, потому что, еще раз говорю вам, дорогие друзья, я ведь не о Грибоедове писателе и поэте. Я о времени, о тех моментах, которые могут быть вам чем-то любопытны. От дуэлей перейдем к другой, важной части дворянской жизни той поры, к балету. Тем более, что они, как покажет нам жизнь, часто друг с другом соприкасались. Тогда в театральном Петербурге взошла звезда юной балерины Истоминой. И вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух из уст Эола. Пушкин, Евгений Онегин. Эта девушка Истомина имела возлюбленного, некого кавалергарда, известной фамилии, фамилию называть вам не буду, чтобы отчаянной глупостью данного кавалергарда древний знатный род не позорить. И вот она с ним поссорилась, находилась во временной разлуке. После очередного спектакля за кулисами пришел Грибоедов и пригласил Истомину, как было сказано потом, на чашку чая вечером. Это не что-то такое отчаянно неприличное. А балерина согласилась, недолго думала, поехала пить чай к Грибоедову. Но Грибоедов-то жил у того самого Кутилы Заводовского. И там как-то чай перешел в кофе в шампанское, и дальше темная история. Выяснилось, что Заводовский тайный поклонник этой балерины. Стал засыпать ее совсем уже неприличными предложениями. Не хочется пересказывать светские сплетни, но известно, что она там танцевала для них, и не только на столе, и, говорят, танцевала полностью неглиже. Так либо иначе прожила у Заводовского на квартире, уже без Грибоедова. Грибоедов деликатно их покинул. Прожила у Заводовского 2 дня. Когда об этом узнал оскорбленный кавалергард, он вызывает Заводовского на дуэль. У кавалергарда 2 секунданта. Оба на слуху для нас. Такой же бритер и хулиган, как, собственно, вся эта молодая компания. Вот Вениамин Каверин, который 2 капитана, да? Вот Вениамин Каверин – это псевдоним. Он взял псевдоним как раз по фамилии романтичного героя, того самого Корнета Каверина, знаменитого гвардейца, дуэлянта той поры. Так вот, один Каверин, а второй Якубович. И вот тут нашла коса на камень. Дело в том, что Якубович давно знаком с Грибоедовым и находится с ним чуть ли не со времен Московского университета в очень таких неприятельских отношениях. В процессе договоренности об условиях дуэли они окончательно ссорятся и решают драться параллельно, одновременно с основными дуэлянтами. То есть будет четверная дуэль. Далее все как в кино. К барьеру кавалергард, его аж трясет от ревнивого бешенства, стреляет сразу, не делая первого шага, промахивается. Пуля оторвала воротник сюртука Заводовского. Чуть-чуть, сантиметр спас его. Заводовский, негодник, подождал, пока соперник подойдет к барьеру вплотную. Сам подошел, дрались на коротком расстоянии 6 шагов. И выстрелил в упор Корнету прямо в живот. Грибоедов и Якубович, увидев этот ужас, стреляться не стали, договорились дуэль провести в следующий день, продолжить. Повезли кавалергарда к врачу. Он, естественно, вскоре скончался. Дальше странная история. Отец этого кавалергарда, представитель прославленной древней фамилии, даже пошел на прием к государю-императору Александру с просьбой не наказывать Заводовского.
Он сказал, что его сын идиот, стал стреляться из-за какой-то танцорки и сам виноват в своей смерти. Заводовского простили. Якубовича отправили на Кавказ из гвардии. Грибоедова вызвали к министру иностранных дел и сообщили о назначении в дипломатическую миссию в Персию. По сути, та же самая ссылка на восток, на Кавказ. Кстати, прорабатывался еще один вариант. Хотели отправить еще дальше, в только-только создающееся посольство в Соединенных Штатах Америки. Но это было далеко, до дома не добраться никак, билет в один конец. Ну и вообще США тогда страшная периферия цивилизованного мира, поэтому Грибоедов предпочел все-таки выбрать Кавказ и Персию. Хоть опасно, ну, по крайней мере, будешь в Петербург иногда ездить с докладами, депешами. На Кавказе он попадает в подчинение Ермолова. Так получалось, что он, как чиновник Министерства иностранных дел, был в оперативном подчинении генерал-губернатора и кавказского наместника Ермолова. Ермолов, блестящий военачальник, он Грибоедова просто очаровал. Но в ставке Ермолова он сталкивается с Якубовичем, лицом к лицу сосланным. И тут же на месте они решают стреляться, прямо в квартире. Слава богу, как-то секунданты уговорили дуэль перенести хотя бы на свежий воздух, чтобы там было хоть какое-то расстояние между стреляющимися. Секундантом Якубовича был некто Муравьев. Это будущий Муравьев-Карский. Кстати, тоже член тайного общества. Но спустя несколько десятилетий сам наместник на Кавказе. Прославленный генерал, который будет занимать то самое место, которое занимал в тот момент Ермолов. Поехали за город. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. И, кстати, как-то умудрился даже восстановить навык игры на фортепиано. Грибоедов не воспользовался правом и вызвать к барьеру Якубовича, выстрелить в упор. Также выстрелил с расстояния, но промахнулся. Кстати сказать, историки считают, что он сделал это сознательно, потому что он видел, что Якубович стреляет вниз, целится ему в ногу. То есть Якубович все-таки не хотел его убивать, он стрелял ему в ногу, попал в мизинец. Поэтому Грибоедов проявил встречное благородство, тоже выстрелил с расстояния. Во время той первой поездки на Кавказ Грибоедов несколько раз ездил с дипломатическими миссиями. Довольно успешными, Ермолов их оценил. В основном переговоры ведутся с наследным принцем персидским, потому что сам шах очень далек от политики. Шах живет в Тегеране, у него немыслимое число наложниц. Говорили, что по 1000, плюс еще, по-моему, 150-160 официальных жен в гареме. В общем, с таким хозяйством шаху не до суетных политических вопросов. Фактически государством персидским руководит его наследный принц. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума», законченную чуть позже, в отпуске, находясь в имении своего друга. Есть масса исторических анекдотов, связанных с тем, как рождалось «Горе от ума». Ну, например, самый известный из них, что Грибоедов не писал набело, каждое слово вычищал, у него была масса черновиков. На каком-то этапе в имении просто закончилась бумага. Наверное, пьеса так и осталась бы не написанной, потому что возможности писать на работе у него по большому счету не было, только в отпуске. Но, к счастью, Грибоедов отправил слугу куда-то в соседнее городишко. Тот привез ему желтую, такую не очень качественную бумагу, но много. В общем, качество бумаги на качество пьесы никак не повлияло. Слава богу, удалось тогда ее на месте в отпуске закончить. Не могу, говоря о Грибоедове, о том времени, не рассказать еще и о его увлечении музыки. Он был совершенно блестящим импровизатором. Выражаясь современным языком, наверное, стал бы выдающимся джазменом. Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь 2 вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс «Ми минор», который считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Были и другие серьезные музыкальные произведения, наиболее упоминаемая большая фортепианная соната, но, к сожалению, не сохранилась до сегодняшнего дня. Комедия Грибоедова распространяется в списках. Это считается едкой сатирой. Она очень модная. Ее читают вслух в салонах. Ее переписывают от руки декабристы будущие. Но о публикации, тем более о постановке в театре, даже речи идти не может. К слову, коль мы помянули декабристов, сразу эту тему отметим. Грибоедов состоял в целом ряде тайных обществ. Но это были не декабристские тайные общества. Главным образом это были или масонские ложи. Находиться в них было модно, интересно. Круг общения соответствующий. Но там в основном обсуждались вопросы постепенного реформирования, поддержки друг друга по службе, образовательные вопросы. Грибоедов был поклонником идеи
просвещения в России, поддерживал ланкастерскую систему взаимных обучений. Помните, по «Горю от ума»? Всячески эту систему пропагандировал. Благодаря ней в английской армии удалось добиться почти поголовной грамотности солдат. И вот он считал, что члены этих тайных обществ, масонских лож, должны, не покладая рук, обучать своих дворовых, слуг, ну и, конечно, военные обучать солдат и унтер-офицеров. Когда случилось восстание декабристов, Грибоедов находился на Кавказе. Показания о принадлежности Грибоедова к Северному обществу дали Трубецкой и Оболенский. Несколько месяцев просидел Грибоедов, правда, не в Петропавловской крепости, как преступник. Его, в конце концов, отпустили с так называемым очистительным аттестатом, то есть без малейших претензий. И вскоре после этого он снова уезжает на Кавказ. Там меняется начальник. Вместо Ермолова приходит очень близкий Николаю человек, генерал Паскевич, прославленный военачальник и выдающийся администратор. Мне часто приходят от вас вопросы с просьбой рассказать обо всех полных кавалерах офицерского Георгия. Кое о ком из них я вам рассказывал. Кутузов, Суворов, еще Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Все, у нас наградами не разбрасывались. Полный кавалер Святого Георгия – это, наверное, как четырежды герой Советского Союза, которых у нас было 2. Паскевич, во-первых, дальний родственник Грибоедова. Они знакомы по-семейному. Но самое главное, он очень ценил своего помощника по дипломатической части, молодого дипломата. Он нуждался в совете Грибоедова. Роль и статус его в этот момент на Кавказе даже выросли. Грибоедов разрабатывает разные проекты, самые интересные из которых, жалко, он не был реализован, проект экономического развития Закавказья. Грибоедов предлагал по образцу Ост-Индийской компании, по образцу русско-американской компании акционерного общества создать еще одну такую акционерную компанию, российскую, закавказскую, которая занималась бы экономикой Кавказа, экспортом фруктов, сельским хозяйством. Жалко, что этот проект не был реализован. Почему Кавказ очень опасное место для службы? Потому что это перманентная зона боевых действий. Причем боевые действия идут как с местными горцами, плюс периодически возникает конфликт вооруженный с Турцией. И с начала XIX века и уже много лет длительное, тянущееся с перерывами противостояние России и Ирана. 3 перманентных, незатихающих, по сути, войны. Грибоедову достается важная миссия – договориться об окончательных мирных условиях с Персией. Хотя бы один из этих 3 фронтов закрыть. И он сделал это блестяще. Он возглавлял нашу переговорную группу. Грибоедов умелый переговорщик. Ему было, конечно, вести переговоры политически комфортно, потому что это была победная война для России. Россия побеждала Персию фактически на всех фронтах. Она ее теснила. Она заняла значительную часть бывшей персидской территории на Кавказе и около Кавказа. Но, тем не менее, Паскевич подписывает от имени Российской империи Туркманчайский мирный договор. Договор, которого не хотел никто, кроме России и Персии. Категорически против этого договора была Турция. Ей было важно, чтобы Россия воевала на 2 внешних фронта. Естественно, против этого договора были кавказские мятежники. Они влияли на это в меньшей степени, но тем не менее. Но самое главное, против этого договора категорически была Британия. Потому что уже начиналась большая игра, уже шло масштабное проникновение Британии из Индии, Пакистана современного, в сторону Средней Азии. Британия была максимально заинтересована в ослаблении России и в пролонгации русско-персидского и русско-турецкого конфликтов. Фактически вся иранская, персидская армия той поры напичкана британским оружием, поставляемым на самых льготных основаниях. У каждого иранского командира рядом советник британский офицер. То есть, по сути, Россия воевала с Британией через персов. Тем не менее, Россия побеждает, и мир на очень выгодных для России условиях заключается посольством Грибоедова. Россия получила большие территории. Ереванское, Ереван, и Нахичеванское ханство. Огромную контрибуцию, 20 миллионов рублей серебром. Это немыслимые деньги по тем меркам. Разрешение на беспрепятственную иммиграцию армян со всем своим движимым имуществом в исторические армянские земли. То есть тогда началось массовое переселение армян с территории Персии на ту часть Армении, которую контролировала Россия. Переезжали десятки тысяч армян. Они станут очень верными подданными империи. Кстати сказать, это была последняя русско-персидская война в истории. Более того, в дальнейшем
И вплоть до сегодняшнего дня, с той поры уже прошло 200 лет, Персия исторически государство, находящееся с нами в вполне дружеских, корректных, а иногда и союзнических отношениях. Грибоедов с подписанным трактатом мирным триумфально приезжает в Петербург. Он награжден, его приветствуют в обществе. Звучат некоторые тревожные звоночки. Например, как-то вместе с Пушкиным и друзьями, опять же, это узкий круг, это одна и та же компания, они гуляют по Кронштадту и случайно встречают там английского дипломата, который, естественно, деликатно и вежливо поздравляет Александра Сергеевича Грибоедова с блестящим завершением мирных переговоров, с оценкой императором, с повышением в должности. Грибоедов после заключения этого мира назначается уже послом, чрезвычайным и полномочным посланником империи в Тегеране. Но говорит ему: опасайтесь, друг мой, опасайтесь, этого мира вам не простят. Кто не простит? Дипломат улыбается. 2 января 1829 года в Тегеране были вручены верительные грамоты, но послом Грибоедов проработал всего лишь около месяца. Через месяц разъяренная толпа, вооруженная толпа, среди которых находилось много профессиональных воинов, разгромила русское посольство. Отношение к русским было враждебное. Условия Туркманчайского договора, понятно, были болезненны для проигравшей войну Персии. И внешне все это выглядело как стихийный бунт. Но на самом деле это было не так. Акция готовилась. Во всех частях города муллы проповедовали, что русскими поругана вера, неверные оскорбили шаха, оскорбляют Аллаха и прочее, прочее. Звучал призыв мести, в том числе от высшего духовного лица в Тегеране. Тогда еще не использовали термин «аятолла», он появится позже. Ну, давайте, не буду забивать вам терминами голову. Аятолла того времени, по сути, призывал к войне с русскими и к наказанию русских послов. Во время налета на посольство погибли почти все сотрудники посольства, весь казачий конвой охраны, слуги. Выжил только один человек. Он проживал не в посольстве, его там как-то спрятали. Дальше по разным воспоминаниям. То ли он залез в сундук, его не нашли, то ли его как-то завернули в ковер и поставили в угол. Он в этом ковре простоял несколько часов, пока дом его не очистился от ворвавшихся туда разгоряченных убийц. Грибоедов, отстреливаясь, застрелил 18 нападавших. Я не очень в это верю. Это, собственно, данные из отчета единственно выжившего сотрудника посольства Мальцева. Не знаю, как там из сундука он видел, сколько застрелил Грибоедов. Тогда еще револьверов не было, пистолетов, пулеметов. Но то, что он погиб с оружием в руках, защищаясь, это факт. Это правда. Как написал Пушкин: «Я не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного. Она была мгновенна и прекрасна». Что стало причиной этих событий? Есть две версии. Первая – английский след. Исходим из того, кому это выгодно. Выгодно спровоцировать конфликт и будущую новую войну между Персией и Россией было только одной стороне. Англичане вообще ревниво относились к успехам русской политики. И, опять же, их советники были и при персидской армии, и при персидском дворе. Они были самой заинтересованной страной в разрыве всех русско-персидских налаживающихся связей. На полном материальном содержании англичан был ряд высших чиновников и духовных лидеров Ирана, в том числе и тот самый высшее духовное лицо, выражая современным языком, аятолла. Поэтому, если исходить из римского принципа «ищи кому выгодно», выгодно это было англичанам. Косвенно это подтверждает и ряд обстоятельств. Накануне штурма английское посольство опустело. А вот после того, как уже все улеглось, и после того, как они вернулись, в посольстве шумно отмечалось торжество. Вполне в духе англосаксов. Помните, как отмечал Обама убийство Хусейна публично в Ираке? «We got him». Помните, как, коряво цитируя Юлия Цезаря, радовалась Хиллари Клинтон на камеры смерти Муаммара Каддафи? «Мы пришли, мы увидели, он умер. We came, we saw, he died».
Вот так вот. Вене виде вице. Ну и вообще, почерк узнаваем, потому что за несколько лет до этого была похожая ситуация между Персией и Францией. Был отравлен французский посланник при персидском дворе, некто Ремье. Он прибыл к шаху тогда еще от Наполеона с предложением союза военного, экономического против Англии. Ну, как-то очень незадачливо тут же был отравлен. Была еще одна официальная версия. Грибоедов вел себя заносчиво, вел себя как представитель победившей державы, не проявлял должного уважения к персидским обычаям. Самое главное, укрыл на территории посольства беженцев, армян. Ну ладно, что он укрыл армян, но среди этих армян было 2 наложницы из гарема шаха, и плюс еще какой-то евнух-армянин. Соответственно, наложницы и евнух – это могли бы быть носители каких-то политических секретов. Ну и вот разгоряченная толпа, возмутившись по таким высокомерным поведением посла, тем более из неверных, ворвалась и наказала. Скажу откровенно, эта версия не выдерживала никакой критики даже тогда, хотя она и была принята официально. Потому что, во-первых, по договору все армяне получали право переселиться на территорию Российской империи. Поэтому в укрывательстве на территории посольства, тем более имеющего право экстерриториальности, армян в этом не было ничего предосудительного. Если вести речь о тех самых 2 женщинах из гарема и евнухе, то здесь истории еще более интересны. Что произошло на самом деле? Евнух пришел к Грибоедову и сказал, что вот я армянин, я вообще христианин, меня заставили здесь принять ислам, оскопили, я хочу бежать от этого мерзкого шаха в Армению. Вот со мной еще 2 девушки симпатичных. Грибоедов, опытный дипломат, почувствовал, что здесь дело нечисто. И он предложил им: давайте только не в посольстве. Давайте выезжайте куда-нибудь в Теврис, ко двору наследного принца, если вас здесь обижают. Давайте я напишу шаху, имею ли я право вас принять. В общем, Грибоедов от этого отказывался. Евнух настаивал: спасите, нас убьют, зарежут, я вернуться не могу. Это сложная история, и Грибоедов понимал, именно бывший христианин, он принял ислам. А принявший ислам, когда бежит под защиту иноверца, хуже, чем государственный изменник. Возникла очень неловкая ситуация. Грибоедов находился в этот момент в переписке с двором шаха. Шах пообещал его принять, чтобы урегулировать этот конфликт через несколько дней. Но до этого времени Грибоедов решил: ладно, пусть они у меня останутся при посольстве. Но этого приема не дождались, потому что буквально за день аудиенция, которая должна была урегулировать так либо иначе эту спорную ситуацию, неловкость которой Грибоедов прекрасно понимал, и он этого не хотел. За день до этого огромная толпа в несколько тысяч человек врывается на территорию посольства. Во главе этой толпы вооруженные люди. Происходит кровавая тегеранская резня. Почему мне кажется, что эта история не с двойным даже, а с тройным дном? Безусловно, было неуважение. Внешне был повод в том, что они приняли этих женщин из гарема. Хотя они и были армянки по национальности, и по договору он мог их принять. Вроде бы как они из гарема, то есть их некая неловкость такая есть. И этого евнуха. Самое интересное другое. Евнух исчез. Никто никогда больше не видел. Его не убили. Он пропал. Пропал, судя по всему, прямо накануне всех событий, произошедших в посольстве. Я подозреваю, что здесь сложилось все. И неловкость момента, и, безусловно, народное такое массовое раздражение персов поражением в войне и несправедливым, слишком жестким с их точки зрения договором. Ну и, безусловно, здесь не обошлось без англичан. Евнуха, вероятно, скорее всего, в качестве провокатора подослали из английского посольства, потом спрятали на территории посольства и спокойно увезли куда-то. Невозможно себе представить, чтобы персидский шах, чтобы персы не разыскали его потом и не наказали за этот акт измены и государю, и государству, и вере. Это невозможно. Но он исчез. Так либо иначе, никто не хотел войны. Петербург не хотел возобновления войны с Персией. Слишком долго она шла, и слишком дорого обходилась она империи, и слишком выгодными были условия уже заключенного Грибоедовым договора. Лучшего и пожелать невозможно. Тем более началась война с Турцией, и открытие еще одного фронта было крайне нерационально. Ну и, безусловно, как бы ни подозревали мы англичан, но уж точно не хотели большой войны с Британией. Поэтому граф Нессельроде написал Паскевичу в отношении Грибоедова следующее. Кавычки открываются. При всем горестном событии Его Величеству
Отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам сердца покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской. Чернь сама по себе возмутилась и убила, а все остальные ни при чем. Кстати сказать, вся служебная переписка Грибоедова как с МИДом, так и с персами вплоть до 17 года находилась в спецхране. Ее не давали исследователям, что тоже косвенно говорит о следующем. Прекрасно у нас при дворе все знали, прекрасно знали о роли англичан, понимали, но просто не хотели большой войны. Решили, как говорится, не обострять. Ну, к тому же персы очень вежливо просили прощения. Шах направил своего внука с покаянными дарами, с глубочайшими поклонами. Попал на аудиенцию к императору Николаю I. В покаянных дарах были ковры, золотые канделябры, редчайшие старинные манускрипты, жемчуга, украшенное драгоценными камнями оружие, сабли. Ну и самое главное – алмаз-шах. 88 карат из собрания великих моголов. Алмаз, как мы понимаем с вами, это не бриллиант. Он имеет неправильную форму и не огранен по всем правилам ювелирного искусства, но грани его отполированы, и алмазов такого уровня в мире единицы. Цена алмаза шаха не поддается исчислению, потому что просто таких нет на рынке. Я вот посмотрел, интереса ради, сколько бы он мог стоить. Был продан алмаз поменьше, назывался «Розовая звезда», несколько лет назад на аукционе. Его продали за $70 миллионов. Есть алмаз еще меньше, так называемый алмаз Хоупа. Он застрахован на сегодняшний день на $350 миллионов. Но наш алмаз-шах считается более ценным. Он уникален по степени своей прозрачности. А это, как говорят специалисты, ювелиры, в алмазе самое главное. Сейчас он находится в коллекции алмазного фонда. Я надеюсь, что никогда нашей стране не придется продавать его с аукциона. Ну, мы понимаем, что его цена – это, наверное, даже не десятки, а сотни миллионов долларов. Так как данный инцидент был списан на вину самого Грибоедова, то никто из погибших не был награжден. Наградили единственного выжившего, посольского секретаря Мальцова, со странной формулировкой «за примерное усердие и благоразумие». Вероятно, благоразумие заключалось в том, что он прятался в сундуке. Кстати сказать, этот Мальцов потом, как и Молчалин, долгие годы числился по архивам. В Москве находились архивы МИДа. Он там 20 лет исправно служил. Наверное, даже не 3, а больше награждений получил. Потом перешел на работу в центральный аппарат, сделал большую карьеру и даже несколько раз становился исполняющим обязанности министра иностранных дел. Успешно выжил, что уже в преклонных годах Мальцов умудрился разбогатеть. Я не знаю, честно говоря, не копался, каким образом ему достались стекольные заводы как раз в нынешнем Гусь-Хрустальном. Но став их владельцем, он получил от Персии еще особую привилегию беспошлинной торговли. Причем эта привилегия обосновывалась как раз обидами, нанесенными Мальцову и русским дипломатам вот тогда при убийстве Грибоедова. То есть он стал еще и финансовым выгодоприобретателем от всех этих событий. И вот, развернув активную беспошлинную торговлю с Востоком, Мальцов невероятно нажился на заводах и умер богатейшим фабрикантом, мультимиллионером, где-то там в Ницце. Судьба Грибоедова после этих событий была непростой. Его еле нашли тело. Несколько дней его таскали по всему Тегерану. Опознали только с помощью особой приметы – отстрелянной фаланги мизинца вследствие той самой дуэли с Якубовичем. Тело перевезли в Тифлис, и там через несколько месяцев захоронили. Там и сейчас его могила. Там же стоит памятник Грибоедову, равно как памятник ему установлен и в нашем посольстве России в Тегеране. Кстати сказать, Грибоедов был первым, но не единственным из послов России, которые были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Это большая редкость убийства посла. На сегодняшний день наша история знает таковых всего 4. После Грибоедова это еще Воровский, посол Советской России в Италии, и Войков, посол Советской России в Польше. Но оба, и Воровский, и Войков, были застрелены гвардейскими офицерами, мстящими таким образом советской власти за красный террор. Войкову еще мстили и лично, как активному участнику убийства семьи Романовых.
Войков, будучи химиком, готовил специальный раствор, который должен был уничтожить трупы царской семьи. Ну и недавняя совсем трагедия. Это 4-й случай в нашей истории. Убийство посла Карлова турецким военным, который тоже был застрелен. Там был целый заговор, турки потом раскрыли во время официального дипломатического мероприятия. Несколько слов о личной жизни Грибоедова. В этом отражается дух того времени, слабость дворянской элиты к балеринам. В 1824 году в Петербурге была премьера балета по Пушкину «Руслан и Людмила». Постановка французского хореографа Дидло. Помните? Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел. Это несправедливо. Дидло надоесть никому нас не может, потому что это выдающийся человек, который, собственно, выводил русский балет на ведущие мировые позиции. Примой выступала Екатерина Телешева или Телешова. Высокая, стройная брюнетка. Тогда балерины не были такими худышками, как сейчас. Кому-то она даже покажется в теле, но по тем меркам очень стройная девушка. Можете посмотреть на нее. Она позировала для известной картины Карла Брюлова «Итальянское утро». Грибоедов в нее влюбился, ухаживал, судя по всему, безуспешно, потому что гражданским, по сути, мужем, таким постоянным, возлюбленным у Телешовой был никто иной, как генерал-губернатор Милорадович. И вот, собственно, 14 декабря 1825 года известие о восстании декабристов застало Милорадовича не где-то, а именно на квартире балерины Телешовой. В общем, получив так либо иначе своей пассии отказ, Грибоедов уехал на Кавказ. Вообще он, как неудивительно, пользовался успехом у девушек. Я говорю, как неудивительно, потому что он не был таким статным красавцем, высоким. Он не был богат. Он носил очки все время, что большая редкость. И, в общем-то, с точки зрения дворянского стандарта того времени, не красавец-любовник. Но, видимо, какая-то была харизма у Грибоедова. Невероятное обаяние, талант. По пути на Кавказ, свою последнюю командировку, он остановился у своих старых знакомых, князей Чевчевадзе, старинный грузинский княжеский род. Во время своих предыдущих поездок на Кавказ, еще при Ермолове, Грибоедов учил дочь Чевчевадзе играть на фортепиано. И вот он увидел, что прошли годы, а дочь выросла и превратилась в невероятную красавицу. Звали ее Нина, было ей 16 лет. Буквально увидев ее, через несколько часов Грибоедов сделал ей предложение и попросил у ее отца руки дочери. Он очень торопился со свадьбой, как будто что-то чувствовал. Их обвенчали в августе 1828 года. Там же, в Тифлисе, говорят, что Грибоедов, одевая кольцо на палец невесте, его уронил. Якобы это дурная примета. Прожили вместе они всего лишь несколько месяцев. Далее поехали в Тебриз, в Тегеран, но молодая Нина Чевчевадзе Грибоедова уже была беременна, чувствовала себя плохо. И Грибоедов решил оставить ее у своих друзей по пути в Тевризе, попросив после этого вернуться обратно в Тифлис и дожидаться его там. Далее случилось то, что случилось. И долгое время от беременной Нины скрывали, что произошло с ее мужем. Когда случайно она об этом узнала, рыдала весь вечер, и в ту же ночь случились преждевременные роды. Ребенок родился слабым и умер на следующий день. На могиле Грибоедова женой была выбита одна из самых трогательных эпитафий, которых, наверное, мы знаем. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Всю оставшуюся жизнь Нина Чевчевадзе Грибоедова носила траур. Она так и не выйдет замуж, отвергая все ухаживания и предложения. Верность мужу стала легендой. Ее называли «черной розой Тифлиса». Она умрет спустя много-много лет, примерно во время Крымской войны, организовав в Тифлисе отряд женщин, которые боролись с азиатской холерой, накрывшей тогда город. И вот, ухаживая за больными, сама заболеет и умрет. Говорят, последние слова ее перед смертью были: «Меня положите рядом с ним». У Грибоедова счастливая посмертная память. Он звезда и знаменитость. Улицы его имени есть во многих городах России и ближнего зарубежья. Хотя его пьеса при жизни не шла ни в одном театре, но сейчас зато 2 театра носят его имя. Это Смоленский драматический и Тбилисский русский драматический театр. Его памятники во многих городах, и фигура Грибоедова запечатлена в монументе тысячелетия России в Новгороде.
в группе скульптур писатели и художники. Ну, конечно, лучший памятник ему его блестящее, искрометное произведение, о котором я совсем не говорил сознательно. «Горе от ума». Пушкин, когда первый раз прочитал его, сказал: ну, все ясно. Половина разойдется на пословицы. Как всегда, наш классик угадал. Прошло 200 лет, у нас другой язык, казалось бы. Но, тем не менее, цитаты из «Горя от ума» знают все. И, наверное, это самое цитируемое произведение классической литературы. Я в свое время, в школьные годы, знал «Горе от ума» наизусть, чем очень гордился. Это, на самом деле, несложно, потому что запоминается почти с первого раза. Выучить наизусть «Горе от ума», на мой взгляд, гораздо проще, чем, например, выучить наизусть Евгения Онегина. Готовясь к этим записям, которые проходят у нас обычно довольно поздними вечерами, я каждый раз говорю сам себе: не мельтеши, не торопись. Читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, как завещал великий Фамусов. У Грибоедова судьба посмертная счастливая в плане славы, но, конечно, трагическая в плане жизни. Он не успел реализовать себя ни как писатель. У него было много-много планов разных. Но все недосуг, служба мешала, отрывала его. Это Пушкин мог себе позволить бездельничать по линии Министерства иностранных дел, где он числился и ничего не делал. Грибоедов служил по-настоящему, делал карьеру, сделал много хорошего для нашей страны. Ну, а творчество это отрывало. Плюс загоняло тебя в тиски. Ты не мог себе позволить написать все, что думал, даже понимая, что это никогда не увидит печати. Опасаясь, что в рукописях это так либо иначе разнесется и потом серьезным образом повлияет на твою позицию на государственной службе. То есть вот эти ограничения у Грибоедова были гораздо-гораздо более жесткие, чем у его великого тезки Александра Сергеевича Пушкина. С другой стороны, он не успел и построить большую карьеру. Я уверен, что проживи Грибоедов еще 20-30 лет, это был бы второй Горчаков. А может быть, это был бы первый Горчаков. Это был бы министр, это был бы канцлер. Это был бы один из первых и лучших сановников империи. Я нередко прохожу на Чистых прудах мимо памятника Грибоедову, который тоже, как и портрет Крамского, в какой-то степени отображает не то, как выглядел Грибоедов на самом деле, потому что мы точно в деталях этого не знаем. Отображает такую идею, образ Грибоедова. Тоже с начесом, тоже одет как франт, стройный даже выше среднего роста явно, но с очень подчеркнуто твердым лицом. И опять же, мы не знаем, был ли он таким на самом деле. Но мне кажется, что скульптор очень хорошо отобразил не внешность Грибоедова, он хорошо отобразил его характер. Как бы он ни выглядел, каким бы он ни был интеллигентным очкариком, на самом деле это был человек с очень сильным внутренним стержнем. Вся его жизнь, вся его судьба – это попытка доказать окружающим и себе, что время богатырей 12 года, время екатерининских орлов не закончилось. У России есть люди, которые могут за свою страну постоять. Равно как могут постоять и за собственную честь, и за честь своих друзей, и за честь своей страны. Вот такой, мне кажется, и был Грибоедов необычный, очень разный и очень сильный. Давайте посмотрим на этот памятник и таким Александра Сергеевича и запомним. Поговорим о врачах международного масштаба, о тех, кто пытается как-то в силу своей профессии заврачевать раны, нанесенные самодержцами и полководцами, как-то все это сшить, успокоить и вылечить. Это не хирурги, хирурги как раз военные, а это терапевты, это дипломаты. Они пытаются мирными средствами решить те задачи, которые или не смогли решить хирурги, или нарешали их таким образом, что лучше бы за дело не брались. Поэтому дипломат – мирная профессия. Это профессия, которая сохраняет жизни. Дипломатами обычно все недовольны. Почему? Потому что в 99,99% случаев дипломатические переговоры не завершаются чьей-то сокрушительной победой. Они завершаются компромиссом.
какой-то договоренностью между этой позицией и этой. А компромиссом всегда недовольны обе стороны. Поэтому, если результатом переговоров обе стороны недовольны, значит, это хороший результат. А если только одна сторона недовольна, а вторая очень довольна, вот тут что-то не то. Такой мир долго не продлится. Вначале я расскажу чуть-чуть о русской дипломатической службе, поскольку профессия дипломата не менее древняя, чем другие профессии, претендующие на название древнейшей. Люди ссорились всегда, а потом мирились. Посылали друг другу посольства, послов. Те посольства не были дипломатами в современном смысле этого слова. То есть сегодня он военачальник или какой-то придворный, но его назначают дипломатом. Езжай, договаривайся. Он как может договаривается. То есть это не было дипломатической службой. Это было специальной миссией. Как таковые посольства постоянные, в современном смысле этого слова, стали появляться в Европе и примкнувшим к ним США в XVIII веке. В России посольский приказ был создан Иваном Грозным. Первая специализированная дипломатическая служба. Был такой подьячий Иван Висковатый, впоследствии думный дьяк, впоследствии репрессированный, понятное дело. Он был первым главой, можно сказать, внешнеполитического ведомства в понимании Ивана Грозного. При Петре I появилась коллегия иностранных дел, но это тоже не совсем МИД. А вот уже в результате министерской реформы появился Министерство иностранных дел. Хотя еще несколько лет коллегия иностранных дел тоже сохранялась. То есть было две параллельных структуры. Коллегия как бы была внутри МИДа. Но смысл был в том, что надо сохранять преемственность. Дипломатия – дело серьезное, к этому надо долго учиться. Поэтому не надо всех увольнять из этой коллегии. Пусть работают вместе. Потом через какое-то время они были объединены. По поводу преемственности дипломатической службы, я, поскольку сам заканчивал Московский институт международных отношений, я помню, на практику мы пошли в МИД. Там такие телефонные справочники. МИД СССР. Толстенькие, красненькие. Открываешь его на букву «Г». Громыко. 3 страницы. Дипломатов с фамилией Громыко. Понятно, что все из одного села или деревни из Беларуси. Ну так, деревня большая. Кто были первыми министрами? Воронцов. Не наш герой одной из предыдущих лекций, а его дядя. Был известный министр Чарторийский, Адам, друг Александра I. Поляк по национальности. И потом ушел в оппозицию к нам и даже эмигрировал, в конце концов. Был такой со всеми забытый генерал Будберг. Известный тем, что он, будучи министром иностранных дел, отказался подписывать мирный договор. Речь о Тильзитском мирном договоре. Генерал был принципиальный дипломат. Он сказал, что этот позорный хасаюрт я подписывать не буду. И подал в отставку. Были такие люди. Он 2 года пробыл министром всего. Ну, а потом, через какое-то время, на должности министра оказался и первый герой нашего рассказа. МИД спустя какое-то время, не с самого начала, но обрел себе постоянный офис, как бы сейчас сказали. До революции, когда хотели сказать иносказательно, как сейчас говорят, на Смоленке говорили. Это на Певческом. Это человек с Певческого, ну, понятно, работает в МИДе. Огромный мостик, один из самых широких мостов в Петербурге, он там 70 с чем-то метров, который, если меня не подправят питерские историки, по-моему, раза в 2-3 шире, чем длиннее через Мойку. Мостик Певческий ведет от Капеллы в сторону Дворцовой площади. Почему он Певческий? Потому что Певческая капелла прямо упирается в Министерство иностранных дел. Вот там, где сейчас так называемое здание главного штаба, где находится часть Эрмитажа. Левое крыло отреставрировано перед Эрмитажем, а правое крыло по-прежнему занимают военные. Вот в этом левом крыле находилась одновременно часть главного штаба, Министерство иностранных дел и Министерство финансов. И вот, собственно, например, князь Горчаков находился там. Поэтому, если вы выйдете и перейдете Певческий мостик, то первое, что вы увидите, мемориальную доску, посвященную князю Горчакову, который, как написано, работал в этом здании на протяжении 27 лет. На самом деле 26. Люди ошиблись, которые делали доску, потому что последний год он уже, конечно, не работал, на работу не ходил, он на водах лечился, был старенький совсем. Хотя, наверное, кабинет за ним сохранялся, вполне возможно. Все-таки он сохранял за собой ранг канцлера, высший из возможных в Российской империи. В МИДе все было строго организовано, в отличие от многих других министерств. Например, там был жесткий рабочий день. Все дипломаты должны были приходить на работу в 9,
что с учетом питерской погоды затемно почти. Работали до 2, не выходя. Потом начиналась почему-то сиеста, длительный перерыв на обед. Продолжался в 6 и уже с 6 до 8. Ну, понятно, что в 8 никто не уходил. Но официально в 8 рабочий день заканчивался. Еще молодой Пушкин. После вуза, как бы сейчас сказали, в МИД пошел. Чиновник МИДа в среднем получал 500 рублей среднего уровня. Младшие чиновники 250 рублей в год. Небольшие зарплаты на самом деле. Было какое-то количество стажеров, их называли актариусы. Не архивариусы, а актариусы. Это были стажеры, студенты, которые занимались бумагами, бумагооборотом и лелеяли надежду устроиться в МИД, достигнув каких-то знаний. В старой коллегии иностранных дел в штате состояли переводчики. Переводчики с огромного количества языков. Персидского, фарси, со всех европейских, арабских. Переводчики зарабатывали хорошо. Переводчик получал 500 рублей в год за первый язык и по 300 рублей в год за второй или за третий. Поэтому дипломат, который нуждался, он устраивался переводчиком. Например, Грибоедов, профессиональный дипломат, он работал переводчиком. Просто за это много платили, он не из очень богатой семьи. 7 лет возглавлял Министерство иностранных дел сын полководца Румянцева, Николай Румянцев. Он начал издавать полное собрание договоров и грамот Российской империи. Это такой многотомник. В библиотеке военно-исторического общества есть. Все члены клуба российской истории могут прийти почитать. В 1820-е годы возник феномен архивных юношей. Помните? С тех пор, как числюсь по архивам, 3 награждения получил. Молчалин, он не хоть бездельник, как мы в школе учили, он работает в архиве коллегии иностранных дел. Числится по архивам. Дело это было, в общем-то, престижное и тянуло к себе будущих писателей, видимо, работа с бумагой. Архивными юношами были Пушкин, числился по архивам, Толстой, Алексей Константинович, «Ледяной дом», Лажечников. Это все архивные юноши. Некоторое время министра в Российской империи не было. Функции министра исполнял Александр I лично. Ему нравилось заниматься внешней политикой. Внешней политикой гораздо приятнее заниматься, чем геморроем, внутренней политикой. Это такая слабость, которая в той или иной степени касается большого количества первых лиц. Все-таки все хотят заниматься внешней политикой, ездить, тебя встречают, уважают. Это очень интересно. А внутренняя политика – одни проблемы вечно. Ну и в конце концов, формальное, общеевропейское понимание дипломатии в современном смысле этого слова и дипломатических правил, а именно полная неприкосновенность дипломатических служащих. Далее, неприкосновенность их личного имущества. Неприкосновенность экстерриториального здания. Мы знаем, да, что посольство не считается территорией государства, на котором находится. На нем не действуют законы государства, где оно расположено. Вне зависимости от того, является это посольство в собственности, в аренде или в бесплатном пользовании, все равно, как только ты переступил порог посольства, либо забор, все. Тогда же, в 815 году, добавилось разграничение, кто посол, кто посланник, кто временно поверенный в делах. Все это было запротоколировано международными актами, подписано на Венском конгрессе. Путаница прекратилась. Но я не буду рассказывать, в чем разница юридическая. Кому интересно, залезьте, посмотрите. Это разные категории дипломатов. Начиная с той поры, практически во всех странах министр иностранных дел становится вторым человеком в государстве после либо монарха, либо главы правительства. И в России тоже, может быть, не во влиянии, но точно в ранге, в чине, второй человек после императора. Поэтому в табеле о рангах должность канцлера, она была и раньше, которая с того момента присуждается только министрам иностранных дел. Ну, кстати сказать, сейчас до сих пор есть одна страна, где министр иностранных дел, тоже как в Российской империи, называется по-особому. Кто-нибудь подскажет, в какой? Известная страна. Это подчеркивает его совершенно особый статус в правительстве. Даю подсказку. В этой стране, это республика, нет должности премьер-министра. Обязанности премьер-министра исполняет президент избранный. Да, США. В США министр иностранных дел называется государственным секретарем. State Secretary. Все остальные министры просто секретари по обороне и так далее. А он государственный секретарь. Это традиция, которой более 200 лет. Первым героем нашего рассказа является человек, о котором мало кто что знает. А если кто-то и слышал из любителей истории, то
точно сказать, что это нехороший человек. Зовут его Карл Нессельроде. Он прожил долгую жизнь, больше 80 лет. И по сей день является рекордсменом в нашей стране по продолжительности пребывания на должности министра иностранных дел. Он был министром 40 лет. Для понимания, Громыко 28 лет, Горчаков 26 лет, Лавров у нас министр 19 лет. Есть куда стремиться. Мы желаем Сергею Викторовичу крепкого здоровья. Иностранец, немец. Карл Роберт фон Нессельроде Эресховен. В России его называли Карл Васильевич. У нас иностранцев не очень любят, тем более с такими сложными фамилиями. Сразу придумают какую-то кличку. Помните, был такой храбрый военачальник Винценгороде? Звали Винцо в огороде. Ну, Барклай да Толли, понятно. Болтай да и только. Нессельроде кисель вроде. Почему, потом скажем. Это не случайно было. Кто он? Беспринципный карьерист? Или, о чем масса литературы, иностранный агент, платный шпион Англии, Австрии? Или хитроумный комбинатор, который действовал так сложно и запутанно в интересах империи, такие кружева плел, что мы до сих пор не можем до конца в этом разобраться. Вопрос непростой. В массовом сознании иноагент. Ужасный человек. Родился в Лиссабоне, учился в Берлине. Отец его, немец, перешел на службу по приглашению Екатерины и стал послом Российской империи в ряде стран. То есть он из посольской семьи. Но здесь, в России, попытались молодого Карла определить на военную службу, как положено. Сначала мичманом, младшим офицером на флот. Карьера не задалась, обнаружилась у него морская болезнь. Он просто не мог находиться на борту вообще. Из мичманов его переписали по блату в лейб-гвардию конный полк. Ничего не получилось, над ним жутко смеялись, потому что он маленького роста, а там лейб-гвардейцы все 1,90 м. Портил вид строя. Павел I, помню, был человек оригинальный, то есть он мог, например, уволить кого-то из гвардии, отправил одного офицера в отставку с формулировкой, в кавычках, «за наводящий уныние вид». Но вот Нессельроде повезло, поскольку Павел хорошо знал его отца, относился, видимо, с уважением, то есть сострадание к юноше. Он забрал его из конной гвардии к себе флигель-адъютантом. Назначил адъютантом по морскому делу, в котором вообще ничего не понимал. Флигель-адъютантом при Павле был, и вот когда Павел умер, с каким-то поручением дипломатическим первый раз поехал в Европу, и ему понравилось. Зачем это ужасный флот? Эти гвардейцы грубые, эти риски. Тут Европа, балы, красавицы, посольство. Там он познакомился еще с одним молодым человеком, который станет одним из самых известных в мировой истории дипломатов, будущий министр иностранных дел Австрийской империи Меттерних. И они подружились. Оба немцы, оба примерно одного возраста. Ну, Меттерних, может быть, постарше. Нессельроде относился к нему как к старшему товарищу. Во многом они похожи. Карьеристы оба. Весьма и весьма беспринципные. Но Меттерних отличался еще и тем, что он был страшнейшим ловеласом. Число возлюбленных Меттерниха по всей Европе просто не поддавалось исчислению. Причем он там не опускался до каких-то девушек пониженной социальной ответственности. Нет, только герцогини, дворянки, княгини. А Нессельроде как раз однолюб. Женился. В 812 году, когда началась война, был помощником по внешнеполитическим вопросам при императоре Александре. Александр ему доверял, активно занимался дипломатической работой. Так получилось, что какое-то время в министерстве не было вообще министров. Какое-то время было 2 министра одновременно. Примерно в одинаковых должностях, они так назывались, сложно. Статс-секретари, управляющие министерством, но единоначалия не было. И вот Нессельроде стал одним из этих 2 исполняющих обязанности министра и удачно женился. Типично был, простите мой французский, «mariage de raison», по-моему, у них называется, брак по расчету. Возлюбленная Нессельроде была дочерью министра финансов. Правильный брак. Министр финансов был человеком влиятельным и очень любил покушать. Фамилия его была Гурьев. Такая есть гурьевская каша. Десерт. 1 порция, все, 3 дня голодания потом. 1 000 000 калорий сразу. Гурьевская каша это считается изобретением министра Гурьева. А Нессельроде был тоже гурманом. И они на этой почве сошлись.
зять и тесть. Несельроде был гурманом мирового значения. У него работали самые лучшие французские повара всегда. Он откуда-то их выписывал. Эти повара вели курсы на обучение к поварам Несельроде. Все люди хотели, чтобы у них дома что-то было вкусно. Они своих поваров отправляли на стажировку. Было там мороженое от Несельроде, уникальный рецепт. Суп Несельроде, суфле от Несельроде, майонез фирменный Несельроде. Я почитал рецепты этих блюд. Мы даже названий ингредиентов этих не знаем. Какие-то там фрикасе из бекасов, мороженых с протертыми каштанами. Невероятное. Не было тогда фастфуда, поэтому людям не просто было. Тесть, зять подружились на тему общих интересов. Несельроде понравился дочери. Несельроде был очень худенький и невысокий. То дочь, я прочитаю ее описание. Граф Головкин пишет. Достойный доверия мемуарист. Кавычки открываются. Госпожа Несельроде была высокого роста и полна, что придавало ее мужу вид, как будто он только что выпал из ее кармана. Она была умна, поворотлива и хорошо умела общаться с императором Александром I, придавая себе важную осанку, которая была не к лицу худенькой внешности ее мужа, смахивающего на карикатуру, между большой женой и высокого роста государем, и громадным счастьем, выпавшим вместе с ней на его долю. Вот. Такая была интересная женщина, 3 детей у них было. Несельроде, в конце концов, был назначен министром иностранных дел Александром I. И вот поэтому говорят, что он 3 императоров пережил. То есть он сначала начинал служить адъютантом, помощником по-нашему, порученцем у Павла, потом министром иностранных дел у Александра и потом министром иностранных дел у Николая I. Активный был товарищ. Один из создателей военной разведки. И было 2 разведки. Одна военная по военной линии, одна политическая. Функцию политической разведки выполнял МИД. Считается, что он лично был тем, кто завербовал Толерана, министра иностранных дел Франции. Как-то там недорого договорились. И с той поры Толеран постоянно отписывал все планы Наполеона. Но он делал это, естественно, из любви к Франции. Все делал только из любви к своей стране. Все планы Наполеона шифровальными письмами, под всякими псевдонимами он Несельроде сообщал. Много чего знали заранее. Считается, что Несельроде познакомил своего друга Меттерниха, зная его слабость, с княгиней. Сначала она была графиня, потом княгиня Ливен. Ну, тоже посмотрите в интернете. Поразительная женщина. Сестра Бенкендорфа. Она содержала самый большой и самый модный светский салон в Вене и была 10 лет любовницей Меттерниха. Потом, когда Меттерних ей надоел, она стала любовницей премьер-министра Англии, а потом была любовницей премьер-министра Франции. Все это время регулярно писала в наш МИД, что интересного в Европе происходит. Какая-то Матахари детский сад. Вот. Несельроде был с ней в переписке. Те, кто не любит Несельроде, говорят, что он был страшнейший интриган, гнобил Пушкина. И там даже считается, что каким-то образом спровоцировал дуэль. То ли он, то ли его жена. Что Несельроде гнобил Грибоедова. Непонятно зачем, потому что именно при Несельроде Грибоедов получил назначение послом в Персию. Якобы Несельроде молодого Грибоедова ревновал, считал его претендентом на свое место, пытался отправить куда-то подальше. И даже, вы прочитайте это, он точно знал, что Грибоедова убьют, все знал и никому ничего не говорил. И ждал, пока все это произойдет. Я в это не верю, честно говоря. Так сложно все не бывает. Обычно все объясняется гораздо проще. Когда к власти пришел Николай I, с ним не поспоришь. Это был волевой человек. Он сам определял внешнюю политику. А Несельроде все сообразил, и он просто был простым, хорошим техническим дипломатом-исполнителем. Вот что государь решит, мы с ним спорить не будем. Так и будем делать. Государь считает, что Франция и Англия никогда не объединятся. Ну, потому что исторически это невозможно. Они воевали друг с другом с момента создания этих государств. Не объединяться против нас. Помним, что произошло в Крымскую войну. Государь считает, что по свистку, вот он так пальцем щелкнет, и его родственники из Пруссии, самого сильного немецкого государства, станут нашими союзниками и впишутся в любую войну за нас. Ну, я буду ему поддакивать. Государь считает, что Австрия по гроб жизни нам должна, потому что он спас ее, Николай, в 1948 году, подавив венгерское восстание. Не было бы никакой Австрийской империи. Зашли бы венгры в Вену, и все бы там почистили. И я буду поддакивать ему, говорить, что да, Австрия нам всю жизнь должна, обязана, тем более
мой друг Меттерних это подтверждает. В результате все это привело к огромной цепочке дипломатических ошибок, к полной нашей изоляции в Крымской войне. И, конечно, для Нессельроде это был крах. Крах как дипломата. Его все не любили. Говорили, что он не русский, что он Россию не любит. Тютчев писал о нем стихи. Нет, карлик мой, трус беспримерный, ты как не жмися, как не трусь, своей душою маловерной не соблазнишь святую Русь. Нормальное такое обращение. Чуть-чуть дипломат, служащий министерства, к своему начальнику, к министру. Карлик. Почему его называли кисель вроде? Потому что вот такая непоследовательная внешняя политика. Ни нашим, ни вашим. И так, и этак. Беспринципно. Слишком гибкий, как кисель. А потом все знали, что он еще гурман. Про это ходили легенды. Двойная игра слов. Не человек, а кисель такой. Академик Тарля, наш великий историк, писал о нем следующее. Если бы Николай его спрашивал о том, какого направления держаться, то Нессельроде посоветовал бы держаться поближе к Меттерниху. Но царь обыкновенно его ни о чем не спрашивал. И, входя в кабинет для доклада, Карл Васильевич никогда не знал в точности, с какими политическими убеждениями сам он отсюда сегодня выйдет. Николая это устраивало. Кто-то из современников считал его действительно толковым, профессиональным, умным, дельным человеком. Но в большинстве своем, увы. И при жизни, и особенно после смерти, репутация у Нессельроде в нашей истории самая печальная. Казалось бы, всего человек добился. 40 лет министр. Тоже канцлер Российской империи. Умирал, отправленный в отставку Александром II, естественно, за провал по итогам Крымской войны. На самом деле мы только местами можем вспомнить историю с вербовкой Толерана, с этой княгиней Ливен. А так мы мало чего знаем. Он не афишировал свои интриги. И, может быть, и много у него было успехов за эти 40 лет. А не только стремление во всем соглашаться с императором. Николай тоже не идиот. Держался человек, который просто во всем с ним соглашается. Мы знаем мало. И получается, что память о нем осталась не самая лучшая. Я всегда говорю, не судите, да не судимы будете. Его преемнику, Александру Михайловичу Горчакову, которого новый император Александр II назначает на место Нессельроде, повезло абсолютно. Он идеал МИДовского сотрудника, любого современного. Почему в МИДе так любят биографию Горчакова? Потому что у него идеальная для МИДа биография. Он выпускник самого первого пушкинского выпуска Царскосельского лицея. Царскосельский лицей, как мы помним с вами, элитное образовательное учреждение, дающее одновременно гимназическое и высшее образование, интенсивного обучения с пансионом. Предполагалось, что там будут учиться братья императора Александра Павловича. Братья были младше его значительные, поэтому Царскосельский лицей в Царском селе совсем близко, можно даже перейти из одного здания в другое. Потом по каким-то причинам решили все-таки цесаревича оставить на домашнем обучении, но все равно компания подбиралась элитная. Горчаков княжеского рода, очень знатный, не очень богатый, но знатный. Золотой медалист, у него золотая медаль. Пушкин середнячок совсем. А Горчаков, один из двух самых лучших выпускников, сразу пошел на работу в МИД. Он мечтал о службе в МИДе вместе с Пушкиным. Пушкин посвятил ему много стихов довольно. У них, видимо, были неплохие отношения в лицее. «Вот ты, Харит, любовник своевольный, приятный льстец, язвительный болтун, по-прежнему остряк небогомольный, по-прежнему философ и шалун». Есть много историй про Горчакова, молодого, как он действительно таким был непростым характером, несвойственным для госслужащего. Писали о нем современники, что отменно вежливый и любезный со всеми без различия, он никогда не льстил временщикам. Снабжен был от природы хребтом весьма негибким, что вещь редкая в Петербурге. Как-то он работал дипломатом в Вене, невысокого ранга, в посольстве. Приехал Бенкендорф по каким-то там своим задачам, может, сестру проведать. Видит там молодой, говорит, эй, обед подай. Там молодой Горчаков отвечает. Слуги обычно этим занимаются. Слугу попросите, Александр Христофорович. Карьере не способствуют такие ответы у дипломатов. Может, он и попросил слугу Горчаков. Добавлять этого было не надо. Это не принято. Известная легенда про то, как 15 декабря 1825 года Горчаков пришел к своему другу лицейскому Пущину
декабристу, домой. Представляете, участник государственного заговора и мятежа. Его еще не поймали, Пущина, и предложил ему немедленно выправить заграничный паспорт и отправить его по этому паспорту первым же корабельным бортом за рубеж. Пущин отказался, сказав, что это нечестно по отношению к его товарищам, которых точно всех сейчас повяжут и отправят куда-нибудь на каторгу. Как оно и случилось. Согласитесь, сотрудника МИДа это неожиданный поступок. В Лондоне, когда сначала Горчакова отправили работать в посольство, он сразу поругался с послом. Потому что как-то его спросили прилюдно, ну как тебе в посольстве работается? Ну как? Он был очень старый и совсем дряхлый. Горчаков типа пошутил, ну как работается, когда ты вынужден сопровождать труп все время? Ну, труп был весьма живуч, поэтому Горчакова он тут же куда-то сплавил в другое посольство с понижением. Якобы плюс ко всему этому его еще и не любил Ниссельроде. Почему не любил? Потому что Ниссельроде благоволил Австрии, дружил с Меттернихом, а Горчаков из одного посольства в другое переводили. Оказался в Вене. Он не демонстрировал того, что Австрия – это лучшие друзья России, лучшие союзники. И Ниссельроде якобы за это его не любил. Всячески его задвигал. Ну, про Ниссельроде все рассказывали гадости. И поскольку это мы знаем из воспоминаний самого Горчакова, потом, проверить это невозможно. Не исключено, что Ниссельроде просто не обращал на него ни малейшего внимания. В личном деле Горчакова в третьем отделении была такая любопытная характеристика, дописанная рукой самого Бенкендорфа. Вот в это я верю, потому что стилистика с той поры, последние 150 лет, не меняется. У всех последователей третьего отделения. Записано было следующее. Не без способностей, но не любит Россию. Ну все. А как ты? Вот, родину не любит. Ну, докажи обратное. Кончилось все это дело тем, что у него был конфликт в итоге с начальством, когда он служил в Вене. Он демонстративно ушел в отставку. Две версии. В официальной биографии пишется, что ушел в отставку, потому что его возмущала проавстрийская ориентация нашей внешней политики. А в неофициальной биографии написано, что он собирался жениться, ну, возлюбленная. Женщина его постарше ним на несколько лет. Ну, красивая очень. Из рода Мусин-Пушкиных, урожденная Урусова. Она была вдова. У нее было 5 детей. Представьте себе, 5 детей. Вот он женился на вдове с 5 детьми, и еще у них было 2 детей уже общих. А так как его начальство этот брак не одобряло, то он демонстративно сказал, да ну и ладно, и уволился из МИДа, точнее говоря, перешел в кадровый резерв, как Пушкин. Числился по спискам, но не получал зарплату и не занимал никакую должность. Долгое время пытался потом на службе в МИДе восстановиться. Восстановился, и его отправили посланником в одно из бесчисленных крошечных германских княжеств, Вюртембергское. Как складываются у нас все карьеры, вот тут ему повезло. Первый раз в жизни. То есть, представьте себе, к этому моменту Горчакову уже за 40. Его бездельник, однокашник, двоечник Пушкин, уже мировая звезда, его уже и убили. Другие однокашники много чего добились. А он до сих пор посланник при каком-то крошечном, всеми забытом, никто не может произнести, как называется, немецком княжестве. Карьера идет очень медленно. Кстати, поэтому все мидовцы так любят Горчакова, потому что это образец того, что надо выжидать, не торопиться, много работать, и тогда успех обязательно у тебя будет. Не торопись. Примаков когда стал министром иностранных дел? В очень почтенном возрасте. В таком же почтенном возрасте добьется успеха и Горчаков. А к этому моменту ему за 40, в богом забытом княжестве, тут происходит семейный скандал европейского масштаба Николая I. Есть любимая дочь, красавица, Ольга Николаевна. И он очень хочет выдать ее замуж за наследника австрийского престола. У него такая прямо мания, что он же сам женат на прусской принцессе. Король Пруссии – это его тесть. А вот если он еще и породнится через дочь с Австрией, то все, круг замкнулся, все наши. В Европе будет порядок, покой, все родственники, по крайней мере, все, кто говорит по-немецки. И у него ничего не получается. В последнюю секунду какой-то повод нашелся. Николай оскорблен, девушка в рыданиях. Меня никто не любит, от меня отказались, я никому не нужна, чтобы их выдать замуж. Поручают организовать эти все переговоры. Ну, кому? Послу. Горчаков все организует. Дело несложное. Для герцога это просто счастье привалило. Породниться с императором, жандармом Европы. Горчакова впервые заметили.
Плюс туда ездит в гости к сестре или как-то там проведать по семейным делам сын императора Александр. Александр у нас кто будет через несколько лет? Не пройдет и лет 10. Будущий император. И он знакомится с послом Горчаковым. Они, видимо, нравятся друг другу. После этого следует перевод Горчакова на резкое повышение. Одна из ключевых должностей послом в Вене. Начинается Крымская война. И это очень важная должность. Конечно, Горчаков не смог уговорить Австрию вступить в войну. Это было выше его сил. Но Австрия не вступила в войну против России, хотя грозилась уже в конце. Соответственно, активная переписка. Всем интересно, что происходит в Вене. Император постоянно на связи с Веной. Горчаков очень востребован, ключевая должность. Ну а потом, после гибели Николая I, Александр II меняет почти всю команду отцовскую. И вместо Нессельрода, который уже состарился на своей должности, вот, говорит, очень толковый посол. Я его давно знаю. Горчаков. И назначает Горчакова. Если Нессельроде дружил с главным австрийцем XIX века, Меттернихом, то у Горчакова был другой товарищ. Главный немец, главный пруссак XIX века, будущий канцлер железный Бисмарк. Они познакомились, будучи молодыми дипломатами в германских княжествах. Познакомились, подружились. Но это была дружба соперничества. Масса общих интересов. Бисмарк несколько лет будет в Петербурге послом Пруссии в России. В тот момент он очень уважительно относился к России. Мы любим это цитировать в интернете. Вбейте Бисмарк о России. И там бесчисленное число комплиментарных фраз. Никогда нельзя с русскими воевать. Германия и Россия – естественные союзники. 3/4 этих фраз Бисмарк никогда не говорил. Это все придумано потом. Но в целом он к России относился с большим уважением, потому что Россия была для Пруссии естественным союзником. Во-первых, родственники императора. А во-вторых, Пруссия что хотела? Объединить все немецкие народы. Объединить все немецкие народы надо, имея за плечами мощь. Мощь – это Россия, которая будет как-то сдерживать конкурента. А конкурент кто за объединение германских государств? Их к тому моменту было около 40 в середине 19 века. 40, представьте себе. В одном из них вот таком был Горчаков послом. Конкурент Австрия, Вена. Поэтому мы для Пруссии естественный, благожелательный партнер. Если Нессельроде, всю жизнь прожив в России, проработав министром, так и не научился хорошо говорить по-русски, то Бисмарк, даром что немецкий посол, очень был способный к языкам, брал частные уроки, выучил русский язык, особенно разговорные, словечки знал русские разные. Потом говорил, что самое любимое слово у него русское. Знаете, какое? Ничего. Он потом писал, с ним случилась такая история, его позвали на императорскую охоту под Петербург. Он там где-то заблудился, зима, холодно, сугробы. Заехал в какую-то деревню, говорит, а как вот туда проехать, кто мне покажет? Какой-то крестьянин взялся его подвезти. Точно знаешь, куда ехать? Ничего, барин. Точно доедем? Ничего, барин, ничего. Только мне надо быстро. Быстро смоешь? Ничего, доедем. Да. Они как погнали. Пни, колоды, езда на снегокате по целине. Как погнали. Он кричит, стой, нельзя так быстро, перевернемся. Ничего, барин, ничего. Перевернулись. Бисмарк в сугробе. Весь ушибленный, лицо расцарапанное, он в бешенстве. Выскакивает, хватает какой-то прут железный у него был. И с этим прутом на этого крестьянина в тулупе. А крестьянин вместо того, чтобы убегать, хватает, говорит, своими огромными заскорузлыми ручищами снег и начинает кровь с лица Бисмарка вытирать. И говорит, ничего, барин, ничего, ничего. Ну, говорит, у меня вся злость и прошла. Говорит. Потом Бисмарк вернулся в Петербург. Из этого прута выковали ему кольцо железное, на котором было написано по периметру «Ничего». И это был его такой девиз. Он часто по-русски приговаривал «Ничего, ничего». Это вообще правильный подход. Философия, дзен. Ничего, обойдется. Что было главное в дипломатическом искусстве Горчакова? Как министра. Проводил реформу в МИДа. Я про это рассказывать не буду, это все сложно, долго. Но что было главное в его дипломатическом искусстве? Четкая абсолютная ориентация на национальные интересы. Если Нессельроде немец, то Горчаков, он русский из русских. Из Рюриковича еще интересы Родины превыше всего. Поскольку интересы главнее всего, то нам все эти обязательства с другими странами не имеют никакого значения. Мы будем менять союзников как перчатки, лишь бы это было в наших интересах. Главная задача, которая стояла перед Горчаковым, как-то уйти от последствий Парижского мирного договора по итогам Крымской войны.
был заключен Парижский мирный договор, по которому Россия потеряла некоторые территории, устья Дуная, небольшие острова в Балтийском море, поменяла Карс на Севастополь, но это все-таки была мелочь. Самое большое и оскорбительное для России требование – это срыть все крепости на побережье Черного моря, вывести оттуда вооружение, провести демилитаризацию, там уничтожать было почти нечего, не иметь Черноморский флот. Флота у нас оставалось мало, но то, что было, мы вынуждены были затопить. Таким образом, с европейской точки зрения это звучало очень красиво. Черное море – это море мира. Такие же точно требования были предъявлены и Турции. Но Турция флот свой не топила, она его просто вывела в Средиземное море, она же контролировала Босфор. Поэтому в Черном море военных кораблей не было. Для нас было обидно, унизительно. Россия не терпела к этому моменту поражения на протяжении более 200 лет. 200 лет ни одного поражения в войне. Горчаков, заступая на должность министра иностранных дел, взял на себя обязательство без войны и без денег, без откупных, без компенсаций, без контрибуции, без войны и без денег пересмотреть условия Парижского мирного договора, вернуть Черноморский флот и восстановить вот эти крепости. Сначала он с этой целью заигрывал с Францией. Но поскольку Франция объективно была не очень сильно заинтересована в слабости России, французы наши естественные союзники, мы будем с ними дружить, расколем антироссийскую коалицию и условия мира пересмотрим. Наполеон много чего обещал. Даже был момент, когда начался конфликт с Австрией. Франция поддержала объединение Италии. У Австрии начался вооруженный конфликт с итальянским сопротивлением, там, Гарибальди, и с французами. И Наполеон III предложил Горчакову, говорит, давайте вы в спину сейчас австрийцам ударьте. Все славянские земли, которые есть у австрийцев, а какие это славянские земли? Галиция, Львов, все забирайте себе. Горчаков подумал, говорит, нет, нам такое бесплатно не нужно. Пусть они сами с Галицией, со Львовом разбираются. И Россия не участвовала. Она австрийцам не помогала, но не участвовала. Но потом, через какое-то время, когда выяснилось, что Франция все равно не станет нашим надежным союзником, она начала поддерживать поляков во время восстания. Горчаков тут же поменял вектор, поменял позицию. И вместо Франции стал ориентироваться на помощь Пруссии. Пруссия к этому моменту набирает силы. Там его товарищ Бисмарк выигрывает подряд 3 войны. Выиграли войну у Дании, забрав Шлезвиг-Гольштейн. Еще со времен Петра III Россия все беспокоилась об этих землях. Все, они стали окончательно немецкими. Сначала войну с Австрией. Моментально, такая молниеносная война. Бьет австрийцев. И после этого один немец произносит следующую фразу. Эту войну выиграл прусский учитель. Потому что создана лучшая система образования. И это был не Бисмарк. Это сказал немецкий профессор. Потом Бисмарку приписали. А потом начиналась франко-прусская война. Седан. Пленение Наполеона III под Седаном, Парижская коммуна. И вот Горчаков вместе с Александром понимает, что настал момент. Почему я говорю Горчаков вместе с Александром? Потому что если Нессельроде во всем слушал Николая I, то у Горчакова была противоположная позиция. У него же характер, у него же хребет не гнется, он принципиальный. Поэтому он спорил с Александром, он не соглашался с Александром, он навязывал свою позицию. Более того, когда шло заседание Кабинета министров, Горчаков ругался со всеми министрами. Был принципиальный. Надо отдать должное Александру, что он слушать умел. Часто свое мнение менял, позицию Горчакова принимал. В данном случае они решили, что открылось то самое окно возможности, когда все заняты своими делами, и может Россия без последствий выскочить из условий унизительного Парижского мира. Почему? Франция разбита, ей не до нас. Пруссия нахапала себе территории, ей не до нас, ну и вообще они вроде как наши союзники. Мы им помогали, даже в прусской армии, невозможно себе представить, служили наши добровольцы. Более того, Пирогов руководил немецким военным госпиталем. Итальянцы только-только создались, им вообще ни до чего. Австрия ни до чего, она разбита, Пруссия унижена. А англичане одни воевать с нами не будут, потому что у них нет сухопутной армии. И открывается то самое окно возможностей. И Горчаков рассылает демонстративно открытую депешу всем послам России во всем мире, где говорится следующее. Довести до сведения правительств, государств, где вы находитесь, что Петербург не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Мы в одностороннем порядке выходим из договора и восстанавливаем все свои военные базы, Севастополь, Одессу,
Циркуляр этот вызвал большой шум в европейских столицах. Многие министры были против, говорили, что начнется новая война. Но Горчаков говорит, я все рассчитал, войны не будет. И войны не было. Ноты, протест, то есть война на бумаге. Все повозмущались, громче всех англичане. Все сказали, что русские перешли красные линии. Мы сейчас зададим вам. И никто ничего не задал. Поэтому и сказано было потом Тютчевым, не двинув пушки ни рубля, восстановлена мощь России на Черном море. Без единого выстрела и без единого выплаты кому бы то ни было каких-то денег. Что напоминает вам этот момент? Правильно, вот напоминает историю с Крымом во времена Екатерины, когда Екатерина присоединила Крым, и все повозмущались, ничего не было. Потому что все были заняты. Второй вариант – это пакт Молотова-Риббентропа. Все воюют друг с другом, либо боятся войны. Все заняты. И что там Советский Союз творит у себя на границах, ну и ладно. Бог с ним. Окно возможностей. После этого Горчаков стал необычайно популярен в русском обществе. Он был самый популярный министр. Его там приглашали на все возможные мероприятия, писали портреты, в его честь сочинялись оды, лестные стихи, статьи публицистов. В МИД на Певческе несли прошения по любым вопросам, по самым бытовым. Все просьбы несли сюда, потому что Горчаков решает все проблемы. Он разберется и решит. Потом война с Турцией, знаменитая на Балканах, где мы почти взяли Константинополь. Потом очень выгодный, как нам казалось, распиаренный Сан-Стефанский мирный договор, по которому Болгария получает полную независимость, а мы получаем Болгарию в управление, но на 2 года. Через 2 года обязаны передать национальным властям. Расширяется территория и суверенитет Черногории, Сербии. Турция повержена. И тут друг Бисмарк собирает Берлинский конгресс и условия Сан-Стефанского мирного договора, потому что этот договор не верифицирован крупными державами. Они считают, что Россия нарушила международное право, унизила Турцию, в одностороннем порядке продиктовала условия мира. Другие страны с этим не согласны, ни германские страны, ни Пруссия, ни Австрия, ни Франция, ни Англия, все не согласны. Все грозят России большими неприятностями, не только санкциями. Поэтому собирается Берлинский конгресс, по которому несколько, не очень сильно на самом деле, пересматриваются условия Сан-Стефанского договора. Не вся Болгария получает независимость, а пол Болгарии. Мы по своей глупости так уже раскричались на всех углах, какая у нас великая победа, как Россия восстановила права православных на Балканах. Понимаем с вами, что права православных на Балкане были поводом. Нас интересовал Босфор и Дарданеллы. Реально. Потому что это большие деньги. Это власть и влияние в Европе. Черное море, закрытое море. Цепь поднимут турки, и все, и сиди в нем. Нас интересовали проливы. А как повод, хороший повод был. Общественное мнение. Поддержим братьев-славян, их угнетают. Турки страшно. Угнетали, да. Это была очень популярная тема. Поможем братьям. Наши добровольцы туда тысячами ехали. Военные, профессиональные. Рядовыми офицеры шли туда, в армию, записывались. В повстанческое движение. В сербскую армию, в греческую армию, в болгарские отряды. Но у повстанцев ничего не получалось, у ополченцев. Поэтому подключилась уже регулярная армия, у которой все получилось. Берлинский конгресс ставит Горчакову в вину, что он плохо его провел. Общественное мнение. Царь все понимает. Рождается какая-то немыслимая история, которая сейчас есть везде. Про то, как Горчаков, старик от старости и слабоумия, перепутал бумаги и показал немцам, то ли Бисмарку, то ли каким-то другим немцам, секретную карту, где были обозначены красные линии. Это были красные линии, на что соглашаться в крайнем случае. Там минус пол Болгарии. Просто перепутал бумаги. В маразм впал уже. Поэтому они подсмотрели и сразу заняли эту позицию. Отсюда мы не отступаем. Хотя были готовы на большее. Не верю. Я думаю, что это, скорее всего, исторический анекдот. Надо было на кого-то сделать козлом отпущения. Вот Горчакова и сделали. Горчаков был с самого начала против войны с Турцией. И против экспансии на Балканы. Он говорил, что мы ввяжемся в войну не с Турцией, а со всем НАТО. Впишутся за них все, как только сообразят. Турок мы разобьем. Потом начнутся большие проблемы. А генералы, хорошие генералы, министр Милютин, прогрессивный, и генералитет говорили, все будет нормально. Они разругались в усмерть, когда наши войска стояли на расстоянии выстрела от Святой Софии, Константинополя. Рассматривали Святую Софию в подзорную трубу. И был дан приказ остановиться и дальше не идти.
И тогда военная фракция обвиняла и Горчакова, и даже шепотом самого государя-императора, что это измена, что нельзя было, надо было идти дальше, брать Константинополь голыми руками. И Горчаков, и император прекрасно понимали, что мы в Константинополь-то мы возьмем голыми руками, и сразу там появится британский флот, там сразу появится французский флот, нам удар в спину нанесет Австрия, Пруссия ничем нас не поддержит, и мы получим с вами вторую Крымскую войну, только большего масштаба. А у нас, хотя и прошла армейская реформа, но мы еще по-прежнему были не уверены в своих силах, и воевать со всей Европой были не готовы. Вот всем этим перипетиям посвящена замечательная книга Валентина Бикуля. Кто не читал, я рекомендую. «Битва железных канцлеров» называется. Вот вся интрига противостояния многолетнего Горчакова и Бисмарка. Двух канцлеров. Несколько слов по поводу личной жизни Горчакова. Как я вам сказал, он женился на Марии Мусиной-Пушкиной. Ей было 37 лет к этому моменту. 5 детей вместе с женой взял в семью. У них родились 2 сына. Брак был счастливый, но, к сожалению, жена умерла. Горчаков некоторое время вдовствовал. Повторно он не женился. Но потом, уже в преклонных годах, уже Горчакову за 60, он влюбился. И влюбился в молодую девушку, дальнюю свою родственницу, которая была моложе его на 41 год. Любовь была просто невероятная. Он поселил ее у себя на служебной квартире в здании Министерства иностранных дел. Она принимала всех, но, как всегда бывает в таких случаях, вскоре нашелся более достойный кавалер. Он был молодой, красивый, принц, член семьи Романовых. Пассия Горчакова связала свою жизнь с ним. Над Горчаковым долго все смеялись. «Старик, что ты себе в голову взял? На что ты надеялся?» Он был очень расстроен, очень горевал по этому поводу. Умер он после отставки. В отставку его отправил уже Александр III в 1883 году. Похоронен здесь, на Стрельне, в Петербурге, вместе с сыном. Сын у него тоже дипломат, посол. Могила эта сохранилась. Девушка, которая кинула Горчакова, стала одним из прототипов Елены Безуховой в романе Толстого «Война и мир». По крайней мере, так считают литературоведы. Я не буду строить из Горчакова икону, хотя официальная позиция историков внешней политики России – это лучший в истории России министр иностранных дел, безупречный, никогда не ошибавшийся, замечательный. Поэтому у МИДа есть свой фонд, называется фонд Горчакова. Бюст Горчакова не только в Петербурге, но и во дворике МГИМО. Мемориальная доска здесь, мемориальная доска на Дипакадемии. Улица Горчакова в Москве, станция метро Горчакова в Москве. Абсолютный идеал министра. Не был святым-то совсем. Были куча своих слабостей. Он страшно тщеславный, просто невероятно. Во-первых, у него были все ордена, он очень любил награды. Все гражданские ордена Российской империи он и был награжден. Он собрал все чины, достигнув чина канцлера. Он последний канцлер в нашей истории. Больше уже никому до революции 40 лет этот высший титул не присуждали. Он и так князь, но он еще получил право именоваться с наследниками «Ваша светлость», «Светлейший князь». Довольно обеспечен был. Было хорошее очень содержание, 40 тысяч рублей в год. Плюс премии, плюс пожалования от императора. Обеспеченный человек. Но при этом прижимистый. Когда умер Пушкин, все попрекали Горчакова, что он сделал один из самых маленьких взносов на памятник Пушкину. Не знаю, по каким причинам. Может, тоже придумали. Фигурирует даже цифра этого маленького взноса. Мог бы дать хотя бы 1000 рублей. Есть история, когда он здесь жил, в храме поблизости проходила служба, и мощи святых перевозили. Шла большая процессия, и митрополит приказал идти медленно, а около окна Горчакова они остановились, еще провели службу, а потом пошли дальше. Один из присутствовавших острословов тут же сказал, это попало во все воспоминания. Александр Михайлович, обычно люди к мощам прикладываются, а тут мощи к вам приложились сами, говорит. Надо честолюбием все потешались. Был страстный коллекционер, собрал невероятную коллекцию картин, очень качественную. Эти картины потом были национализированы все после революции. И сейчас в основной коллекции Эрмитажа и Пушкинского музея. Качество, понимаете, висят в основной экспозиции. И у него самая большая в мире коллекция печати сургучных.
И не знаю, где, кстати, она, надо поискать. Но на момент его жизни это была самая большая по весу и по количеству коллекция сургучных печатей. Вот такая у него была. Любопытная страсть. Были ли ошибки у Горчакова? Были. К ним относиться можно по-разному. Давайте я вам перечислю, а вы сами для себя решите, были это ошибки или нет. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский, то, чем его попрекают официально, я считаю, что это ошибка не было. Он отжал все, что мог от этой войны. И то спасибо, как говорится. Но Горчаков был категорически против экспансии в Средней Азии. И все завоевания Скобелева и Российской империи, вся Средняя Азия без Казахстана современного, была завоевана вопреки позиции Горчакова. Он считал, что нам туда лезть не надо, что у нас будет конфликт с англичанами из-за этого. И просчитался. Конфликта с англичанами у нас не было. Мы на Кушке встретились, и столкнулись с лбами и разошлись. Горчаков активно поддерживал продажу Аляски. Считал, что Аляска нам не нужна, это бремя, мы ее не защитим, ее надо продавать. Горчаков был против присоединения Папуа-Новой Гвинеи. Это была малонаселенная территория. Миклуха Баклай пользовался большим авторитетом там. И сказал, что без пушки, без рубля Папуа отойдет к нам. Горчаков был против. Там невероятные природные богатства. Да и на карте посмотрите размер. Горчаков поддержал обмен территорией с Японией и всячески это продвигал. 1875 год. Мы тогда получили Сахалин целиком, он был в совместном управлении, но отдали японцам Курильские острова в обмен. С тех пор японцы от этого не отстанут никак. Но в конце концов он добился подписания Союза трех императоров. Был подписан тройственный союз, так называемый, Россия, Австрийской империи и Германии. Правда, очень долго он не продержался. Я вам рассказал все о Горчакове. Не святой, живой человек. Совершал ошибки. Как, впрочем, и Карл Нессельроде тоже совершал ошибки. Но очень достойны памяти нашей. Ну и последний наш герой, тоже дипломат профессиональный, Федор Иванович Тютчев. Мы его знаем, естественно, все как поэта, и даже школьники знают. Чем отличается Тютчев от Лермонтова, Пушкина, даже от Некрасова? Так школьника спросишь, ну давай стихотворение Тютчева наизусть. Все. А потом говоришь, ну давай, люблю грозу в начале мая. Все, ну конечно, да, люблю грозу в начале. Я помню время золотое. Ну да. Самое популярное стихотворение Тютчева какое? Единственное, я считаю, стихотворение Тютчева, которое точно знают все. Как человек, который смотрел кино, любое российское, классическое, он знает это стихотворение, потому что его обессмертило исполнение артистом народным Папановым. Я встретил вас, и усё былое. Я встретил вас, и усё былое в отжившем сердце ожило. Светлая голова, прекрасное образование. Всю жизнь проработал в МИДе. На протяжении многих лет был советником министра иностранных дел неформальным, близкий друг Горчакова. Учился в Московском университете, тогда рано поступали, с 14 лет. На филфаке учился, поэтому тогда это называлось отделение словесности. Латынь, древнегреческий, немецкий, французский. Потом поступает в МИД на работу, едет в посольство в Германию. 20 лет проработал за границей. Не дослужился до посла, каких-то на средних должностях. Кстати, он сам себя поэтому не считал. Он вообще немного написал, около 300 стихотворений всего-навсего. Но был невероятным сердцеедом. Каждый раз влюблялся по-настоящему и старался жениться. Он сначала женился, у него было 3 дочери, потом супруга его скончалась. Там тоже был скандал, потому что выяснилось, что у него есть еще одна постоянная возлюбленная. Ну, все как-то утряслось, супруга скончалась. Он 2-й раз женился уже на своей возлюбленной. Еще 3 детей от 2-й. При этом совершенно искренне, он поэт. Так был расстроен, когда умерла его первая жена, всю ночь прорыдал на могиле и посидел за эту ночь. Но все равно женился на своей любовнице и еще 3 детей. Потом при живой жене в преклонных годах, тоже как и Горчаков, влюбился. Но поскольку он честный человек, он не может просто влюбиться. И тоже 3 детей еще раз. По 3-му разу. Но из семьи не ушел, потому что 2-ю жену тоже очень любил, поэтому жил на 2 семьи. У него было 9 детей, по 3 от каждой из его возлюбленных.
когда Тютчев умер, то выяснилось, что у него еще 2 сыновей. Поэтому его жена отказалась от пенсии МИДовской в пользу вот этой обнаружившейся еще небогатой какой-то женщины, иностранки, с которой он завел роман-то за границей. Потому что там 2 сыновей надо как-то воспитывать, денег совсем нету. Воспитали оба боевые офицера и погибли на ошибке. Тютчев потом, когда вернулся из-за границы, стал работать цензором в МИДе. Тогда цензура была не только у Уварова в Минпросе, а во многих министерствах была своя цензура. Тютчев был сначала просто цензором, а потом начальником цензурного управления Министерства иностранных дел. Это большая должность. В конце жизни он стал тайным советником, генерал-полковник. Отвечал за цензуру иностранной литературы. То есть он решал, что печатать здесь из иностранной литературы, а что не печатать, что переводить, что не переводить, что завозить, что не завозить. Но так как он был человеком весьма либеральным, свободомыслящим, всю жизнь был против крепостного права публично в николаевские времена. И поэтому поэтом, то надо сказать, что это был идеальный цензор, просто идеальный. Он много чего разрешал, не злой совсем, и хорошо разбирающийся в теме. Я думаю, что если он что-то и не разрешал, то главным образом из-за низких художественных качеств этой литературы. Поэтам везет. Везет в том смысле, что мы их как-то больше ценим и уважаем, и помним, чем чиновников. Поэтому у нас у Тютчева есть и музей-заповедник под Москвой, музей-заповедник в Брянской области, музей имения под Москвой, и улицы, и школы имени Тютчева, и библиотеки имени Тютчева. Ну, то есть посмертная судьба гораздо счастливее у поэта, чем у чиновника. В заключение, что бы я хотел еще сказать. Как известно, у России 2 союзника – армия и флот. Но когда внешнеполитическое ведомство работает активно, энергично и наступательно, как это было у Горчакова, то оно становится полноценным 3-м союзником. Причем союзником таким, который действительно может достигнуть побед без единого выстрела, без пушки и без рубля. Для любого государства очень, очень важно. Именно поэтому мне все время хочется больше рассказать не о полководцах, не о императорах, а о людях, которые сохраняли жизнь. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Это тоже Тютчев. Нам не дано предугадать много чего, но мы можем слова сеять, рассказывая истории, в том числе из нашей истории. Мы можем пытаться ковыряться, находить какую-то червоточинку, фальсификации, а вот нас обманывали. А можем пытаться рассказывать о людях хорошее. Даже о таких сложных людях, как непростых, как Несельроды. Потому что, рассказывая о людях хорошее, мы делаем мир добрее, на самом деле. И мы пытаемся сохранить память о тех людях, которые талантливы. Дурак бы тоже 40 лет министром бы не пробыл. О тех талантливых людях, кто как мог в тех условиях служил, помогал своей новой родине или своей исторической родине, тысячелетней, как Горчаков. Пытался что-то доброе сделать, насколько это возможно. Мне кажется, что надо рассказывать истории так, пытаться, по-доброму. Это такой вот финал нашей истории. Но потом я подумал, решил сделать еще один финал, знаете, как в кино. После титров. Потому что я стал читать стихи Тютчева, читал, там, вспоминал, перечитывал. Как обычно говорят, не дай бог жить в эпоху перемен. Великая китайская мудрость. Но это китайцы, это у них такая мудрость. А наш, не самый глупый, русский дипломат Федор Иванович Тютчев говорил обратное. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Тютчев жил в такие же переломные, роковые для России минуты. И сейчас очень часто задают вопрос. А видите, что происходит вокруг? Мировая перестройка всего. А как жить в этих условиях? В условиях перемен. Что делать дальше? Что будет с Россией? Нам-то что делать? На вопрос, как ко всему этому относиться, мы можем вспомнить другие стихи Тютчева. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить». Это то, что нам и нужно делать сейчас. И поверьте, это немало.
Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего доброго. Спасибо.